Друзья, меня слышно? Видно? Напишите какой-то сигнал в чатик. Если все ок. О, все, видно, слышно, порядок, спасибо. Итак, друзья, не теряем ни минуты, поехали. Я вам хочу сказать, что вот такой тип вебинаров, который я провожу уже N лет, как бы видение следующего года, это мой любимый тип вебинаров. Объясню почему. Потому что когда я собираю воедино все все обрывки информации, все какие-то, а, инсайты, идеи, факты для того, чтобы вам их передать, у меня у самого видение кристаллизуется намного лучше. Знаете, как старый анекдот, который мне рассказали, когда я пришел, молодым преподавателем в КПИ. Я сначала не понимал его, потом понял. Анекдот, когда 2 преподавателя встречаются, один говорит: "Слушай, ну, студенты, говорит, тупые". Тот говорит: "Почему?" Он говорит: "Я им один раз объясняю, тему на доске пишу, они не понимают". Говорит: "Я второй раз объясняю, они не понимают. Я им третий раз объясняю, они не понимают". Говорит: "Я им когда четвертый раз объяснил, я сам уже понял, что объясняю, а они все еще не понимают". И на самом деле, когда ты готовишься что-то объяснить людям, когда ты рассказываешь что-то людям, ты намного глубже сам понимаешь тему. Именно поэтому я очень люблю этот тип вебов, потому что я сам становлюсь более как бы глубоким и таким понимающим глубину вещей в теме. Вот, и сегодня мы с вами, друзья, будем говорить о видении на следующий год. Куда идут деньги в 2026 году? На мой взгляд, 2025 Вот я в маркетинге, в бизнесе с 2006 года. В 2006 году я запустил свой первый интернет-магазин. Это было ужасно. Я был и курьером, и принимал звонки, и заказывал товары, отвозил товары, рекламу настраивал. Я делал все. И прибыли часто у меня вообще не было. Бывало, что я еще там стипендию свою докладывал, я тогда студентом был. Вот. И вот с тех времен я еще не помню такого колоссального года, когда настолько все менялось. Ну, как-то было по чуть-чуть. Такие какие-то, знаете, небольшие поползновения. Вот в 2012 году резко Google реклама подорожала в 2012. В 2017 году начали какие-то новые форматы появляться. В 2020 году пропадать некоторые форматы, то есть Google начал закручивать гайки. Но оно все так было незначительно. То есть были какие-то исправления, но ну, такие обычные исправления, изменения, в принципе, в маркетинге. А 25 год, он такой какой-то, блин, ну, все нафиг меняется. И я, и новые технологии, новые типы маркетинга, рекламных кампаний, поэтому оно, ну, на мой взгляд, это самый такой для индустрии рекламы, для бизнеса, самый турбулентный год, который есть. И на самом деле я вижу, что эра просто трафика, просто рекламы, просто поиска, она фактически закончилась. И начинается битва за покупателя, потому что конкуренция в каналах рекламы, это прямо растет. Итак, друзья, что будет сегодня? О чем мы поговорим сегодня? Во-первых, мы поговорим о том, что почему хайповые каналы могут стать ловушкой, а не возможностью. Очень несколько важных мировоззренческих вещей покажу. И в конце, кстати, расскажу вам интересную методологию, которой я в этом году начал использовать. Она показывает офигенные результаты. Это методология масштабирования и перехода рекламы на другие рынки. То есть это методология, когда вам нужно, например, у вас настроена реклама в Украине, а вам нужно на польский рынок ее настроить. Или у вас есть понимание, как это настроить, понимание там, как что-то работает, например, не знаю, там в Венгрии, а вам надо на Австрию. Или вы начинали в Америке, а вам теперь нужно на Европу этот продукт. То есть когда идет смена страны, смена культуры, смена менталитета, это была для меня всегда самая сложная задача, потому что, ну, я на цифрах как бы ориентируюсь, а культура и менталитет – это нечто, что цифрами не оцифровать, да, потому что, ну, типа, ты вроде как перевел переводчиком,
Да, блин, даже переводить не надо. Английский язык, ты берешь те же англоязычные объявления, которые работали на американском рынке, на английский рынок запускаешь на британский, и там они нифига не работают. И наоборот. То есть, ну, очень в рекламе есть специфика менталитета. И я наконец-то в этом году нашел, как крякнуть, как взломать эту специфику менталитета с помощью цифр. Как, используя конкретные математические формулы плюс искусственный интеллект, переделать рекламу, посадочные страницы, воронки, автосообщения, любые материалы в вашем бизнесе, маркетинговые материалы, переделать под новую страну. Там, например, было под Украину, как под поляков на польском переделать. Не просто тупо перевести, а как с учетом их менталитета переделать. И вот эта штука, прямо взрыв мозга. Я ей поделился на одной закрытой конференции, там прямо ребят, ну, на европейской конференции, там прямо ребята прозрели. Поэтому в конце, в самом, если вдруг протуплю, забуду, на последний слайд не перейду, напомните мне культурный код. Рассказать вам культурный код, как с одной стороны на другую переходить, потому что я могу забыть, могу на какой-то момент вылететь. В чате, пожалуйста, напомните. Игорь, расскажи про культурный код, про как работать с другими странами, если он помогает, когда ты переходишь на другие страны, или если ты, например, сам живешь там, не знаю, в Польше, а тебе нужно рекламу настроить под Германию или под Францию или под Италию, ты вообще, ну, ты как бы не местный, не локал, не носитель, и ты не понимаешь, что важно. В конце, если забуду, напомните. Так, дальше поговорим о фундаменте. Почему до сих пор существуют те же методологии, которые позволяют одним платить за рекламу $1 за клик, вторым $10 за клик, и как вам быть тем, кто платит $1. И поговорим также о методологиях работы. То есть AI дал нам столько возможностей, что я просто не могу их собрать. Поговорим о методологиях работы с спросом, с клиентами. Как можно спросить у клиента прямо, почему ты не купишь, и получить честный ответ еще до запуска рекламы, а не запускать, сливать деньги и ждать, что что-то пойдет не так. И в конце, друзья, в конце всем дам классный подарок. Это внутренний инструмент, который я использую на своих проектах. Я его разработал, уже вторую его версию. Это AI протокол оптимизации сайта. Это 5-страничный, ну, можно назвать это промптом, ну, как назвал один из людей, который им пользуется, это, говорит, чудо промпт-инженерии. Это огромный 4-страничный протокол, который сканирует вашу страничку со всех сторон, как рентген, и выдает вам инсайты. Тоже в конце, я человек забывчивый, если что-то забыл, пожалуйста, пишите в этот, типа, Игорь, ты забыл. Следите, вы ответственны. Следите за этим 2 штуки. Культурный код, как запускать рекламу на те страны, где вы не локал, и про подарок в конце. Все дам, все расскажу. Так, друзья, что сейчас происходит? Давайте так, крупными мазками. Мы стоим с вами на пороге самой большой трансформации интернета за 20 лет. 2000-е годы. Эра сайтов, когда у нас с вами в мире начали появляться сайты. То есть мир перешел из офлайн в онлайн. Это был просто переворот гигантский. 2010-е, то есть с 10 по 19, эра соцсетей. Когда вместо того, чтобы до 2010-х было сайт плюс реклама в Гугле, все, тебе больше ничего в жизни не надо. Жизнь удалась, бизнес полетел, все работает. Потом эра соцсетей пришла, и теперь мы не представляем, как можно запускать бизнес без SMM, без таргета, без продвижения в соцсетях. Это как бы стало уже нормой нашей жизни, и это так тоже изменило подход, в принципе, к привлечению клиентов. Особенно на некоторых специфических рынках, где, то есть в мире рынки, есть в мире страны, где вот наш привычный с вами компьютер вообще почти не используется. Это страны, где произошел резкий технологический... Китай, яркий пример. Я не говорю о крупных городах, большинство Китая. Резкий технологический рывок от отсутствия интернета сразу к мобильным устройствам. И там это вообще соцсети революцию сделали просто колоссально. И сейчас наступила, я уже считаю, эра искусственного интеллекта. И вот что, знаете, что интересно, я всегда говорю, что
любому человеку очень важно признавать свои ошибки. И вот ровно год назад, по-моему, даже этого же числа, прошлого года, я рассказывал о трендах на 25 год, и меня спросили, а что про искусственный интеллект? Я говорю, типа, ничего кардинального не произойдет, там что-то поменяется, но ничего кардинального, это все типа фигня. И вот сейчас год прошел, и я понимаю, что это была ошибка, я признаю конкретную свою ошибку. Не стоило мне тогда так говорить. То есть я вижу, что изменилось все. В моих проектах, которые я консультирую, все изменилось. И спустя год я говорю, я ошибался, я был неправ. На самом деле следующий, то есть 25-й показал трансформацию, 26-й это будет полная трансформация, эра искусственного интеллекта. Но возникает главный вопрос. Да, вот как Виктор говорит, почему я говорил год назад, что это все фигня? Потому что он был тупой, я другого слова не подбираю. За год такой рывок, что я в шоке, честно, я в шоке. И если в следующем году даже этот темп повторится, это будет взрыв мозга. А как показывает практика, темп не повторится, а темп ускоряется. NVIDIA, кстати, на днях объявила о создании своей новой, своей первой нейронки. А NVIDIA, извините, они производят железо, то есть у них в руках технология. Поэтому очень интересно будет. Но главный вопрос, который у каждого из вас и у меня в голове, что это поменяет для моего бизнеса? Что у меня изменится? Потому что, окей, NVIDIA в Америке, в Калифорнии изобрела нейронку. OpenAI еще какую-то новую версию. У меня что в деньгах, в бизнесе изменится? И тут мы должны посмотреть критично на то, что работало раньше. И сделать умозаключение. Что мы видим сейчас? Поисковая оптимизация SEO умирает, несмотря на то, что множество SEO-агентств говорят, да, ничего не умирает, все работает, все круто, но давайте просто абстрагируемся и зададим себе вопрос. Вот я клиент, смотрите, вот я клиент. Мне вот павербанк я такой недавно купил в дорогу. Как бы я раньше выбирал этот павербанк? Раньше я бы пошел в Google, написал, какие павербанки с MagSafe для самолетов есть, для путешествий. Нашел бы пару статей, перешел на сайты, то есть перешел бы по органическим результатам поиска. Повыбирал бы, потом какие характеристики бывают, еще повыбирал, а потом бы нашел это Белкин, написал бы купить павербанк Белкин такую-то модель. Зашел бы и купил. Я думаю, все так делали. Как я сейчас делаю? Я иду, открываю чат GPT, включаю микрофон, надиктовываю голосом. Я часто путешествую, мне нужен пауэрбанк, который пройдет вручную кладь, на который не будут, на каждом контроле безопасности смотреть на циферки и полчаса держать меня, потому что у них подозрение, что он не compliant. Пауэрбанк, MagSafe на чат GPT надиктовал, он мне дал список, смотрю, какой самый лучший, Белкин такой-то, пошел в Google, Белкин такой-то купить, посмотрел, где можно купить, пошел заказал. Или на Амазоне вообще заказал. То есть что произошло в моем ежедневном поведении? Пропала первая часть, когда я в Гугле искал и сравнивал. То, на чем держалось все SEO, на поисковых запросах. Остались только коммерческие. И люди действительно не переходят на сайт. А еще и обратите внимание, вы сможете пойти с таким же вопросом в Google. Какие бывают павербанки, там, бла-бла-бла. И Google вместо того, чтобы давать вам органику, он вам даст AI-ответ сверху, а потом только органику. Спорить с этим можно проверить пойти. Если мы посмотрим, окей, SEO убрали на соцсети. Что происходит в соцсетях сейчас? Я не знаю, друзья, как у вас, но у меня в соцсетях на всех проектах охваты падают, стоимость таргета растет. Напишите в чат, может у вас наоборот охваты растут, все классно, реклама дешевеет, в таргете все великолепно и и все круто. Но у меня не так, и на всех предпринимателях, с которыми я общался, у всех людей становится все тяжко и тяжко. И вот Инна пишет, так чат GPT сканирует информацию на сайтах, как он просканирует без SEO? Вы путаете технологию индексации и технологию поисковой оптимизации. Технология индексации – это когда система
просто собирает данные с сайтов. Как вы говорите правильно, ChatGPT просканировал сайт. Поисковая оптимизация, Search Engine Optimization, это комплекс действий, который направлен на повышение позиций в поисковых search engines, поисковых системах. Google, Bing, там, Baidu в Китае. Так вот, комплекс мер, направленный на повышение позиций в Google, никак не влияет на процесс индексации вашего сайта чатом GPT. Поняли разницу? Это разные вещи. Что происходит еще? Если раньше я мог без проблем, запуская новый проект, просто тупо сделать за один вечер рекламу, запустить, и к следующему дню или там через какое-то время у меня все, стабильный поток конверсии, все работает. Сейчас так не работает. Холодный трафик дорожает, люди перестают кликать, и каждый раз ты тупо сливаешь деньги. Ты пробуешь, тестишь, деньги уходят. То есть дорожает цена ошибки, дорожает цена рекламы, и, что самое мне неприятное, дорожает цена входа новых игроков на рынок. Я считаю, что в принципе, как бы вот в любой стране или в мире экономика зависит от малых бизнесов. С этим сложно спорить, потому что малые бизнесы, они... Почему? Потому что, во-первых, большие бизнесы когда-то были малыми, Amazon когда-то был в гараже, Apple когда-то был в гараже, Microsoft когда-то был в гараже, когда-то был малым бизнесом. Поэтому малый бизнес – это как бы та основа, из которой потом растет вся экономика стран. И если малому бизнесу становится сложнее выходить на рынок, это означает, ну, это не очень хорошо для экономики, потому что малый бизнес, ну, то есть это незаметно сразу, но там через 5-10 лет это может иметь печальные последствия, там, монополизация и все такое. То есть на самом деле мы наблюдаем, что старые каналы рекламы схлопываются. Но возникает вопрос, а куда идут люди? Ведь интернет-то не стал меньше, людей же не стало меньше на планете. На планете больше людей стало. В интернете больше людей. Покрытие планеты интернетом увеличивается. То есть людей становится больше в интернете. Но их поведение изменяется радикально. И нам с вами, чтобы понять, где искать клиентов в следующем году, нужно понять психологию нового типа. Психологию клиента нового типа. Если мы говорим о поведении в интернете, то мы вот сейчас проводим очень жесткую линию, разграничивая два типа поведения. Первый тип поведения. Я хочу узнать что-то. Это так называемое информационное поведение. Например, как выбрать кроссовки, тренды маркетинга 2026, пауэрбанк для путешествий. Я хочу что-то узнать. Второй тип – это все, что связано с транзакциями. Я хочу получить. Я хочу купить Белкин 10 MH. Я хочу купить Nike Air Max. Я хочу заказать аудит рекламы. Транзакционные запросы, действия. И когда мы это понимаем, мы можем посмотреть на эти два поведения в отдельности. Что меняется? Что сценарий первый – узнать, какие бывают, сравнить, что лучше. Уходит этот сценарий в нейросети, в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, какая вам угодно. Людям больше не нужны сайты со статьями, им нужен быстрый ответ от бота. Оставим за скобками, что эти боты питались. То есть тут на самом деле, если посмотреть с точки зрения технологической, у нас, как у маркетологов, может появиться еще одна проблема, как у предпринимателей. Смотрите, текущие нейросети, они же учатся на статьях, которые есть в интернете. Если статьи станет публиковать экономически нецелесообразно, по причине, что никто их не будет читать, бизнесы прекратят производить контент, и AI не сможет дообучаться. То есть тут, возможно, очень большая проблема. Но как бы пусть об этом думают большие корпорации, как предотвратить эту проблему, когда через 5 лет их же моделям не будет на чем учиться. Ну, это они пусть думают. Мы констатируем факты. То есть сейчас людям нужен просто ответ от бота. И этот трафик на данный момент для бизнеса довольно-таки сложно, для малого бизнеса сложно доступен. Пока. И есть второй сценарий.
Когда человек хочет получить, купить здесь и сейчас, этот сценарий остается в поиске. Смотрите, недавно, по-моему, вот в середине декабря или в конце ноября OpenAI, ChatGPT в Америке ввели тест возможности покупать прямо из чата GPT. Представьте, человек пишет: «Hey, чат GPT, купи мне лучший пауэрбанк». И он сам заходит на Amazon, карту привязывает, оплачивает, человеку доставляет. Пробыло это, по-моему, 3 или 4 дня, и они закрыли, и пока сказали, что такого больше делать не будут. Ну, я понимаю, сколько сразу дыр появляется, потому что, ну, как бы, тут сторона, как бы, тут две стороны есть. Сторона безопасности данных. Я бы, наверное, не стал, ну, может, я какой-то старовер, может, я через год опять изменю мнение, но если бы меня ChatGPT попросил дать ему данные моей карты и разрешение что-то покупать, ну, не знаю. Знаете, не хочется когда-нибудь открыть дверь и увидеть, что у тебя бассейн стоит 6 на 6 метров, потому что в какой-то переписке с тобой он решил, что тебе в жизни не хватает бассейна 6 на 6 метров в квартиру на 8 этаже, например. Поэтому, ну, такие вещи спорные. Но как бы они тоже это заметили и откатили. То есть сценарий получить остается в Гугле, по крайней мере, пока что. То есть мы говорим следующий год. Следующий год люди все еще ищут Google купить. И что это знание дает нам? Это знание дает нам, что главный источник клиентов не там, где больше зевак, скроллеров, TikTok, Инста, YouTube, ChatGPT, а там, где больше денег. Деньги находятся там, где клиенты ищут, что купить. И хорошая новость для вас. Google перестает быть библиотекой ответов. Он становится маркетплейсом решений. Google на данный момент сейчас это фактически система монетизации поведения пользователей. Люди там уже больше не ищут какие-то информацию, они туда приходят найти решение, найти заказчика на постричь найти исполнителя на постричь газон, сделать ремонт, починить машину, заказать павербанк и так далее. То есть люди приходят в Google за покупками. И формула рынка на следующий год выглядит следующим образом. Мусорный трафик, весь тот трафик, который мусорный, он ушел роботам. В поиске остались самые горячие клиенты, готовые купить. И именно они – это те, кто вам нужен в бизнесе. Но возникает вопрос, а умеете ли вы забирать из поиска именно тех людей, которые готовы купить? Или их забирают ваши конкуренты? Потому что вам следует задать следующий вопрос, очень логичный вопрос. Смотрите, если раньше в Гугле было вот, ну, там, вот столько запросов, да, информационных, транзакционных, разных. Мы сказали, информационные все ушли, остались транзакционные. То есть количество запросов от людей в Гугле уменьшилось. Меньше стало. Количество рекламодателей, бизнесов, которые размещают эту рекламу, не уменьшилось, а увеличилось. Вопрос. Что происходит на рынке, когда в какой-то год, в 2026 году, помидоров урожай стал меньше в 2 раза, чем был, а людей, которые желают купить эти помидоры, больше. Продавцы чешут головы и поднимают цены. Это закон рынка, спрос, предложение. Если спрос если предложение упало, спрос повысился, цена идет вверх. Это закон вообще любого рынка. Точно так же и в Гугле. У нас с вами получается количество запросов, предложения уменьшилось, а спрос увеличился. Больше стало людей, больше конкурентов, больше бизнесов. И, естественно, Google реклама дорожает. И когда люди говорят, я не понимаю, почему я год назад платил за клик $2, а сейчас 5. Причина проста. Рынок – это экономика, так работает. Вернитесь в 11 класс и почитайте книгу по экономике закон спроса и предложения. Очень простой закон, по которому работает весь свободный обмен на нашей планете. И
Когда ты это понимаешь, ты начинаешь смотреть на удорожание рекламы не как на что-то плохое, а как на естественный процесс. И ты задаешь себе вопросы, как мне, окей, помидоры подорожали, но я хочу выбрать самые лучшие, потому что я люблю их. И тут возникает вопрос, могу ли я, знаю ли я как предприниматель, с учетом подорожавшей цены, выбрать самых лучших клиентов в свой бизнес, которые ищут что-то в Гугле, а не брать все подряд гнилые, вот, знаешь, все, рынок у меня, ладно, уже пошел рынок. Я когда был маленький, мы с мамой ходили на рынок, и мама меня учила, говорит, всегда смотри, что продавец накладывает в сумку, в кулек, потому что он часто гнилые тебе там помидоры наложит, даст, а ты уходишь и потом замечаешь дома. И то же самое, если мы не контролируем Google, он нам гнилых помидоров наложит, гнилых клиентов, которые ничего не покупают, зевак, и все. И вопрос вам, умеете ли вы контролировать в своих бизнесах то, как, кого нам дает Google? Умеете ли вы математически четко определить, что мне нужен вот этот клиент, вот этот, что мне настроить рекламу нужно таким образом? И возникает вопрос, типа, а откуда, Игорь, а почему вот, ты, судя по твоим словам, ты умеешь, откуда ты это все умеешь? Я знаю, что из нашей, кстати, счастливое число, 333 человека на вебинаре. Из вас где-то половина меня не знает, коротко, кто я такой. Меня Игорь зовут, я PhD по компьютерному моделированию, в прошлом молодой ученый года в Украине, 8 лет преподавал в Киевском политехе, 18 лет я в диджитал-маркетинге. За это время суммарно под моим управлением были бюджеты более 700 миллионов долларов, то есть почти к миллиарду подвигаемся, и я один из топовых экспертов по Google Ads в мире. За последний год я выступил на 9 конференциях по всей Европе, по Америке. И на одной из конференций, на AdWords Experience, я получил награду за лучший рекламный кейс Европы. Известнейший гуру Перри Маршалл, автор Библии Google Ads, в свое время, когда я выступал у него на конференции, он пригласил меня выступить, он меня представил как Игорь Вицкий is one of the leading Google Ads experts in the world, один из лидирующих экспертов в мире. И другой человек, которого вы 100% ставлю, что вы не знаете Рича Шефрина. Если кто-то знает Рича Шефрина, напишите. Мне просто интересно. Я знаю, что среди наших людей этого человека не знает никто. Среди американцев его знают все. Кто это такой? Это человек, который стоял за кулисами. То есть это маркетолог, который коучил Тони Роббинса, Нила Пателя, Рассела Брансона, Райана Дайса, Форда, всех самых крупных американских консультантов по маркетингу. Рич Шефрин в свое время коучил, они его называют в США Guru of the Gurus. И вот Ричу я уже 4 интервью, я единственный украинец, который давал Ричу интервью, и до сих пор им остаюсь. И уже 4 он у меня взял, и вот на одном из интервью он говорит, что я работал с Google Ads более 20 лет. Но то, что я слышу от этого человека, это то, что меня удивляет. И на самом деле, когда я делюсь с ними, рассказываю, я делаю очень простую вещь. Я беру данные, извлекаю из них инсайты и просто делюсь с миром. Вот то, что я делаю и с вами сейчас. То есть я для того, чтобы... Я ведь не Нострадамус, я не могу сесть и предсказать, что будет. Я тупо беру данные, анализирую, даю вам. Итак, анализ. Что будет в следующем году? Первая вещь, которую я проанализировал, это количество запросов чата GPT и Гугла в этом году. Оказалось, что Google обрабатывает в 373 раза больше поисковых запросов, чем чат GPT. И смотрите, какая динамика. В 2024 году все LLM, все нейросети занимали 2% поиска. К середине 2025 года ChatGPT обрабатывает 143 миллиона запросов в день. Но это ничтожно малая сумма по сравнению с Гуглом. Суммарная доля сейчас AI-поиска лишь 5%. Мы с вами тоже нужно понимать, что мы с вами, особенно что касается новых технологий. Почему я говорю мы с вами? Потому что тут сейчас люди, которые интересуются новыми технологиями. Мы живем в таком пузырьке, считая, что все используют AI. Все
все так работают. Но на самом деле наша планета очень разнообразна, поверьте. И есть проблема на больших рынках, на маленьких рынках. Все-таки доминирует Google, особенно мы сейчас говорим, для коммерческих запросов. То есть Google остается абсолютным лидером. 90% рынка – это как бы состояние по сейчас. Что происходит по регионам? В США колоссально. 80% людей регулярно используют AI-поиск. ChatGPT вырос в несколько раз. Но если мы посмотрим в абсолютной величине, от 0,07% до 0,13%. То есть в несколько раз, но это доли процента. Да, это в 2 раза, но это доли процента. В Европе вырос в 3 раза, но все равно это доли процента. Глобально Google, соотношение Google к AI сократилось с 10 к 1 примерно до 5 к 1. То есть идет процесс смещения короля. Но все равно трафик и поисков AI составляет лишь около 3% от общего поиска. И если мы просмотрим проверим динамику, это я взял визуализацию, сделал, тут почему-то 27-й год провалился, кстати, интересно, не заметил перед выводом. Но тут идея в том, что посмотреть динамику. Значит, смотрите, 25-й год, 95% занимает обычный поиск, 5% нейросети. И эта пропорция снижается. 2030 год поровну. Что дальше пойдет? Изменение, смена короля. Нейросети, поиск станет королем. То есть у нас с вами есть еще 4 года, чтобы выкачать деньги лучших клиентов из Гугла и научиться жить в новой экономике. То есть новости хорошие. 4 года, я считаю, это прям выше крыши времени, чтобы и собрать сливки с существующего рынка и понять, как переходить на другой. Вот больно будет, знаете, кому? Кто в 2030 году осознает, что ой, что-то уже не то. Вот тем будет реально больно. Мы с вами уже сейчас, по крайней мере, думаем об этом, уже начинаем на это смотреть. И на самом деле я считаю, что знание и видение будущего вперед позволяет нам с вами очень многое в жизни получить еще до того, как оно случилось. То есть, когда ты о чем-то знаешь, тебе в жизни начинают, это как бы, знаете, закон есть, как это называется, закон, по-моему, какого-то там красного слона или что. Когда думаешь о красном слоне, видишь его везде, картинки. Я помню первый раз убедился, когда 12 лет назад я очень захотел машину, Citroёn C-Elise, я тогда влюбился в эту машину, я помню, я ее вообще на улицах не замечал. После того, как я ее захотел, у меня такое впечатление было, что по Киеву ездили одни Citroёn C-Elise, они везде были. И точно так же и сейчас. Когда мы уже услышали и наш фокус внимания на это обратился, увидите, что к 2030 году вы уже будете людьми, которые уверенно знают, как зарабатывать деньги в новых реалиях. Так что тут все будет окей. Значит, что у нас происходит? Что если мы продолжим сравнение, то мы увидим, что общие цифры радостные, но информационные запросы, 30-40% сложных информационных запросов, типа как выбрать пауэрбанк для путешествий, бла-бла-бла, 30-40% таких запросов уходят в нейросети. Большинство. Но хорошая новость, они низкомонетизируемые. То есть из них и так можно было извлечь не так много денег. Плюс AI перехватывает часть кликов. Появилось такое целое понятие zero-click поиск. Что такое zero-click? Нулевой клик. Это когда... Раньше как? Смотрите. Я хочу узнать, можно ли косить траву в декабре. Раньше я шел в Google, находил статью, читал. То есть находил статью, кликал, читал. Сейчас я в Google ввожу, можно ли косить траву в декабре. Он мне сразу говорит, нельзя, испортишь. Все, я никуда не кликаю. Это называется zero-click поиск. Но он характерен для сложных информационных запросов. Но 94%, вдумайтесь в эту цифру,
вот этих AI overview, они не коммерческие. AI overview – это когда вы пишете, можно ли косить газон в декабре, он вам, Google, вместо того, чтобы сайты и рекламу показывать, он вам показывает сразу ответ. 94% таких ответов некоммерческие. Почему? Ну, вот сейчас скептики, я уверен, такие, там, ну, почему, Игорь? Ну, типа, нет, сейчас часть из вас полезла проверять, сейчас я что-то введу, посмотрю, почему так. Это статистика, друзья. Возникает вопрос, а почему Google так делает? Почему он только по некоммерческим запросам показывает AI overviews, ответы от искусственного интеллекта? А давайте на секунду представим, что мы с вами Google. И у нас есть коммерческий интерес – заработать денег. Я вот стою перед вами, я, например, там, директор по маркетингу Google. И вы у меня спрашиваете, Игорь, как внедрить AI, чтобы заработать денег? Что я вам говорю? Я говорю, друзья, давайте посмотрим на статистику по нашему доходу и прибыли. Если мы посмотрим на структуру прибыли Google, а это публичная корпорация Alphabet Incorporation, в интернете есть открытые отчеты, то мы увидим, что доход Google Revenue состоит из услуг, это YouTube Premium, Google Cloud, из девайсов, Google телефоны, Nest и так далее, и из рекламы. Доход. Но прибыль, профит, состоит только из рекламы. Все остальные элементы в корпорации Google, они не прибыльные. То есть у них стоимость их производства, ресерча, обслуживания такая же, как стоимость продажи. То есть они не прибыльные. Прибыльная в Гугле только реклама. И вот теперь возникает гениальный вопрос. А если я, как компания Google, получаю 100% прибыли из рекламы, возвращаясь на слайд назад, стану ли я прятать рекламу под AI Overview? Но это все равно, что выстрелить себе в ногу, на самом деле, ну реально, ну, типа, то есть я получаю деньги, 100% своей прибыли от того, что люди гуглят, видят рекламу и кликают. Стану ли я сейчас опускать рекламу, а вставлять туда AI Overview? Конечно, нет. Но для некоммерческих запросов я вставлю. То есть поняли, когда мы начинаем смотреть на мир не сквозь призму розовых очков, ой, Google, корпорация добра, они думают о нас. А когда мы начинаем смотреть на мир с точки зрения реалий, ну, реалии таковые, что нас окружают компании, нас окружают корпорации. В каждой корпорации цель получить деньги. Ну, все. Любой бизнес, откройте книжку по предпринимательству. Первая фраза. Бизнес – это организация, единственной целью которой является получение прибыли. Если бы такой цели не было, это была бы неприбыльная организация. Это другое вообще. Бизнес – цель получения прибыли. Прибыль приходит из рекламы. Если прибыль приходит из рекламы, реклама – это не… Это, знаете, как священная корова в Индии. Нельзя, Google не станет трогать рекламу. И посмотрите, что он делает, Google, сейчас, если вы дальше включите анализ, не буду сейчас вас грузить, но Google сейчас выделил сотни миллиардов на то, чтобы победить ChatGPT, OpenAI в борьбе AI. Зачем? Как думаете? Затем, чтобы вернуть людей в поиск, вернуть людей, направить людей с ChatGPT в Google Gemini и включить там рекламу. Жду в 2026 должна появиться реклама в Gemini, в ChatGPT, в Grok уже начала появляться, поэтому очень интересно будет. Вот. И получается, в Гугле остаются коммерческие запросы только потому, что это выгодно корпорации Google. Не потому, что Google думает о малом бизнесе, Google думает о предпринимателях. Нет. Коммерческие запросы. Так, вопрос. Игорь, вы партнер Google, почему вы учите Google Ads? Я не понял этого вопроса. Да, я Google партнер. Почему я учу Google Ads? Это из разряда, ладно. Потому что, отвечу так, что остается в Google? Коммерческие запросы. Почему? Потому что Google зарабатывает на них деньги. Точка. Все остальное нерелевантно. Окей. Идем с вами дальше. Начинаем думать дальше. Платные клики концентрируются в запросах с явным коммерческим намерением. То есть уходят вот эти вот все размышления. Купить, заказать, цена, срочно, сегодня,
остаются запросы с точной коммерцией. И Google сохраняет свое полное, беспрекословное доминирование в транзакционных запросах. Стопроцентное доминирование. Потому что это их деньги, это их прибыль. Локальные запросы. Полностью в Google. Google Maps остаются главной платформой для локального поиска. Если у вас СТО, кафе, ресторан, Google. AI не может заменить локальный сервис, потому что мне важно на карте посмотреть, куда идти. Ресторан поблизости, купить торт, конфеты, цветы, сервис сегодня. Все это про Google карты. И я использую для исследований и сравнений Google, покупки, бронирование, прямо здесь, прямо сейчас сделать какое-то действие. Органический поиск дает 53% всего трафика и остается наиболее конверсионным цифровым каналом. Поиск плюс реклама – это главный вход для коммерческих визитов. AI-платформы используются в первую очередь для информации, не для транзакций. Вот этот важный момент, который прямо нужно каждый раз, потому что я сам предприниматель. И когда идет обычная жизнь, движется год, я читаю новости, я смотрю какие-то выступления, езжу на конференции, я периодически там, все, ChatGPT заберет твои деньги, продвижение в ChatGPT, тебе нужно прямо сегодня. И оно так, порыв души такой, может действительно сейчас все остановить, пойти вот этим заниматься. А потом такой, так, стоп, вспоминаем. AI-платформы в первую очередь используются для информации, не для транзакций. Все окей, не переживай. Что это означает для нас? Что следующий год – это оптимальное время для доминирования в поисковой рекламе. Почему? Объясняю. Мы находимся сейчас в такой точке времени, когда весь образно мусорный трафик ушел в AI. И в поиске остались только покупатели. Только люди, которые хотят купить прямо здесь, прямо сейчас. Тут Андрей спрашивает, так что теперь SEO прекращать, поддерживать Google Ads, стараться попасть в выдачу ChatGPT? Друзья, очень важное замечание. Я, наверное, забыл это сказать в начале вебинара. Я на этом вебинаре не даю рекомендаций. Знаете, как когда выступает какой-то эксперт по телевизору, он говорит, что мое выступление не является рекомендацией. Каждый делает решение самостоятельно. Так вот, это дисклеймер называется. Андрей и другие друзья, я не рекомендую вам делать ничего. Я рекомендую вам включать серое вещество, статистику. Я вам даже рекомендую мне не поверить, а пойти и перепроверить всю эту статистику. Действительно ли 100% профита Гугла от рекламы? Действительно ли такой перепроверить? Мы люди, которые двигаемся в мире неопределенности, каждый со своей персональной ситуацией. Поэтому, конечно, изучайте, думайте, стройте свою картину мира. Нет, не нужно, Андрей, ни в коем случае не нужно останавливать SEO. Не нужно ни в коем случае ничего, никаких резких действий. Сначала подумать, потом сделать. Сначала убедиться, что это на пользу пойдет. На основе данных. Вы тут, я с вами делюсь данными, которые я собрал сегодня. Из разных источников информации. Делюсь данными, которые год хранились у меня в голове, собирались в единое целое. Вот это цель. Не отговорить вас использовать SEO, как хотите. Следующий вопрос. Где реальные деньги? AI забирает информационный трафик, коммерческие запросы остаются в Гугле, Google становится маркетплейсом платежеспособных покупателей. Google – это фактически магазин, где вы покупаете за рекламные бюджеты себе покупателей в бизнес. Вот во что превращается Google. Возникает главный вопрос. Как правильно привлекать этих покупателей? Логично. Абсолютно логичный вопрос. И тут с вами делюсь. 3 секрета успеха в этой поисковой рекламе в 2026 году. Развенчиваем мифы и узнаем правду. Сразу напоминаю, что в конце один из основополагающих, краеугольных камней успешной любой рекламы – это правильно оптимизированный сайт.
В конце поделюсь с вами протоколом оптимизации сайта, я о нем уже рассказывал. Это целый, как цитата, чудо промпт-инженерии. Это 4-страничный промпт, который вот и сканирует посадочную, говорит, как ее улучшить, чтобы она больше продавала и приносила вам больше денег. В конце поделюсь. И еще в конце поделюсь, как адаптировать рекламу под любую страну, даже если вы не владеете культурным кодом этой страны на основании цифр. Теперь поехали по нашим секретам. Первый секрет. Главный источник клиентов в 2026 году. Значит, смотрите, друзья. Правда заключается в том, что клиентов можно разделить на два типа. Холодные и горячие. Холодные клиенты, у них нет проблемы, они не ищут вас как бизнес. Они в соцсетях лазят, они в интернете лазят, баннеры видят, вон про КМС там кто-то спрашивает, человек ходит, баннер, то есть у него нет никакой проблемы. Он просто существует. И этот человек, натыкаясь на рекламу, реклама, и все. Это холодный трафик называется. Горячий трафик, когда человеку нужно прямо здесь и прямо сейчас. Знаете, какой самый горячий трафик в мире, самые горячие запросы в мире? Это стоматолог круглосуточно. Я сам искал такой запрос, и я знаю, насколько это горячий трафик. Когда ты в 5 утра от дикой зубной боли ищешь стоматолога круглосуточно, ты готов заплатить любые деньги, куда угодно, лишь бы меня прямо сейчас приняли. И вот в Google приходит горячий трафик, люди, которые ищут сейчас. Они не будут чесать голову, им не надо объяснять, почему важен стоматолог, почему прямо здесь, прямо сейчас. И когда мы говорим о горячем трафике из поиска, то средняя конверсия из посетителя в покупателя из поискового трафика 14,6%, почти 15% средняя. Из соцсетей 1,7%. В 9 раз отличается конверсия. В 9 раз. То есть да, вы за клик платите в несколько раз меньше, но в 9 раз меньше вероятность, что он купит. Понимаете? Следующий момент. Психология покупателя. Когда человек вводит купить кроссовки Nike, он уже принял решение купить. Просто показать ему цену, условия, доставка. Вы не убеждаете его. Вам не нужно рассказывать, что кроссовки Nike классные. Вы предлагаете решение готовому покупателю. Человек с деньгами ищет, где купить сейчас. Ваша задача быть на первом месте, когда он ищет. То есть полностью меняется взаимодействие с клиентом. Вот представьте, что у вас магазин техники, и один момент заходит человек, зевака заходит, смотрит по сторонам, вот как ему что-то продать. К нему подходит продавец, он говорит, не надо. И второй вариант, человек заходит, говорит, мне нужна зарядка на iPhone срочно. На, все, заплатил, купил. Или в услугах. Одно дело, когда человек ходит, у него спрашивают, тебе нужно построить дом? Он такой, не надо. Другое дело, когда человек ищет постройка дома под ключ в Броварах, например, и все. И видит рекламу, какие строительные компании делают это действие. Если мы сравним более широко, поисковая реклама 14,6%, email-маркетинг 4,2% конверсия, соцсети 2,1%, соцсети мы делим на оплачиваемые и органические, в органических немного выше. То есть во всей этой братьи поисковая реклама имеет самую высокую конверсию. Таким образом, мы с вами делаем вывод, что поиск – это главный канал, где сосредоточены готовые к покупке клиенты прямо здесь, прямо сейчас. Те, кто прямо сейчас говорят, дай мне это купить. И возникает еще один интересный вопрос. Как найти этого готового покупателя с поисковой рекламы с помощью AI? И проблема в том, что вы пишете, когда вы создаете рекламное объявление, вы всегда что делаете? Вы пишете о том, что вы считаете важным. Когда продавец, который всю жизнь продавал, там, не знаю, генераторы электрические, когда он всю жизнь их продавал, этот продавец пишет объявление, он в объявлении пишет:
3 киловатта, столько-то герц, столько-то литров, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А клиент, он не понимает герцы, киловатты, ему нужно понять, сколько времени или какой расход будет, или что можно запитать от этого генератора, там холодильник, телевизор, что-то еще. Ваши объявления обычно говорят на вашем языке, не на языке клиента. Вы создаете их из своей головы, не из головы клиента. И в результате к вам приходят не та аудитория, низкие продажи, выгорание команды. Но на самом деле даю очень хороший лайфхак. Ваши клиенты уже написали для вас идеальные тексты объявлений рекламных. Их отзывы, комментарии, обращения в техподдержку – это золотая жила. Раньше мы это некоторые это использовали, но нужно было потратить огромное количество времени на анализ отзывов, комментариев, обращений. Сейчас AI анализирует сотни отзывов за минуту. И вы за выжимку короткую получаете болевые точки, желания, скрытые мотивы словами клиентов. Берете их же фразы в заголовке, в объявление, на посадочную, и у вас фактически вместо раньше недели исследований за один день получили готовые рекламные материалы, написанные словами клиентов. Например, вы вместо того, что вот реальный пример из жизни, как можно продавать робота-газонокосильщика? Можно написать: робот-газонокосильщик, 12 тысяч оборотов в минуту, 2,3 миллиампер-часа батарея, лидар. А можно написать в объявлении: нет времени заниматься своим газоном, робот до 100 метров квадратных газонов. Все, я знаю, что у меня 100 метров квадратных, робот мне поможет. И клиент думает: блин, прикольно, я об этом как раз думал, что у меня не покошенная трава. Видите логику? По-другому. И существует технология, которая позволяет создать цифрового двойника клиента, чтобы разговаривать с ним до запуска. Представьте себе, что в вашем чате GPT живет нейромодель вашего клиента, отвечает на ваши вопросы. Это технология, которая была создана в Стэнфордском университете и используется в компаниях Fortune 500. Можете на моем, кстати, YouTube-канале посмотреть видео, интервью с Дмитрием Савченко. Это вице-президент одной из Fortune 500 компаний Interpublic Group, в которой используют технологию нейромодели клиента для анализа рекламы до ее запуска. Ты задаешь ей вопросы. Будешь это покупать? Какой заголовок тебя цепляет? Почему ты не покупаешь? И получаешь конкретные ответы. Я боюсь, что не получится. У конкурентов дешевле. То есть ты коммуницируешь с своей нейромоделью. Ты исправляешь посадочную, объявление, коммуникацию. Нейромодель может тебе помочь изменить сообщения, которые отправляет твой менеджер, тексты, которые по телефону твой менеджер скрипты проговаривает под реального клиента. Оттестировать на клиента без разговора с клиентом. Это то, что в крупнейших корпорациях Америки уже используется полностью. И на самом деле, что может быть реализовано на простом обычном чате GPT. Создается цифровой двойник на самом деле для любого бизнеса за 7 дней. Строится карта вопросов и возражений, как люди задают вопросы, почему не покупают. Карта позитива, что люди пишут, когда им нравится. Карта боли, жалоб, негативные отзывы у вас и конкурентов. И голос клиента. Конкретные слова, фразы, сленг клиента, цитаты клиента. В результате двойник с именем и конкретной историей. Там Анна, 35 лет, которая скажет, почему она не купит эту газонокосилку. И вы получаете нечестное преимущество. Потому что конкуренты, они говорят: а давайте сделаем АБ-тест, как лучше писать. А давайте протестируем, сольем бюджет, потом будем оценивать, потом еще один тест, делайте, гадаете. А вы получаете рычаг. Вы спрашиваете у двойника и сразу делаете на 90% правильно. Тестируйте услуги, цены, рекламу, предложения, скидки еще до запуска. И можно создать несколько таких двойников для разных сегментов. Это Анна, она ищет генераторы для дома, а это Вероника, она менеджер по закупкам завода, она ищет генераторы для завода. И у каждого спрашивать, при каких условиях ты купишь или не купишь. И вот такие технологии, они, видите, вот множество, вот что я вижу, что множество AI-сервисов,
Они продвигаются не там, где нужно. Вот если ты загуглишь там AI в рекламе, ты увидишь, что ты увидишь. Вот можете после вебинара загуглить AI для рекламы или AI для маркетинга. И вы увидите сложные системы, которые что-то там, какие-то цифры, какие-то генерируют изображения кринжевые, какие-то, ну вот что такое сложно. Но на самом деле самые мощные инструменты, они невидимые. Они внутри бизнеса находятся. Нейромодель клиента один из них, который ты тихонько, без каких-то громких заявлений взял, проверил, вот это сработает, пошел на рынок с тем, что сработает. Идем дальше. Секрет номер 2. Как доминировать в главном источнике клиентов, который мы уже с вами очертили, в 2026 году, не будучи экспертом, не будучи Игоревицким, как вы пишете. Как человек, который вчера понял, что ему нужно Google Ads, или сегодня на вебинаре, что ему делать? Значит, сразу миф развенчиваю. Вам не нужно быть экспертом по Google Ads, чтобы делать эффективную рекламу. И не нужно за много денег нанимать эксперта. Google Ads – это система, которую Google создавал и допиливал для обычных предпринимателей, не для технических специалистов, которые думают, что мне это не осилить. Не нужно знать все технические нюансы. Интерфейс, у меня люди, которые впервые сталкиваются с Google Ads предприниматели, они говорят, ёпрст, в Facebook таргете все так просто, зашел, кликнул, все, а тут, одно меню, нажимаешь, второе выпадает, сверху третье, на каждое из этих кликнул, табы еще, типа капец. Но хорошая новость, не нужно знать все технические нюансы. Нужно быть специалистом по рекламе. Это заберет минимум времени на самом деле. Не нужно тратить все. Есть два подхода просто. Я сейчас отвлекаюсь, но два подхода. Первый подход, которым учат специалистов по рекламе, это как потратить. Смотрите, в чем нюанс. У специалистов по рекламе у них много времени свободного, мало денег. Их учат, как потратить кучу времени, чтобы своему работодателю доказать, что ты ценен. Как все возможные варианты предусмотреть. Когда предприниматель берет такой подход, у предпринимателя наоборот, нет времени, есть деньги. Он хочет быстро получить сегодня результат, а не месяц планировать рекламу. И для предпринимателей есть совершенно другой подход. Сразу комментирую Артема сообщение, что в США самая лучшая, смотрите, в США самая лучшая реклама для локального бизнеса – это Google Local Profile, для локального, который plumber, сантехник, roofer, handyman и так далее. Если мы, Google Local Ads плюс Google Ads. Так, окей, то есть это миф. В чем правда? Правда в том, что реклама в поиске – это не про технологии, это про железобетонную логику. Google Ads – это не про кнопки, это про понимание логики работы алгоритма. Перри Маршалл, вот тот, который назвал меня одним из самых влиятельных экспертов по Google Ads в мире, у которого я 2 раза выступал в Чикаго на его конференции Definitive Traffic Seminar, он написал книгу по Google Ads в 2007 году. Это книга, с которой я учился. В 2007 году он ее написал, называется Ultimate Guide to Google Ads или Библия Google Ads. Книга была переведена на 12 языков, миллионные тиражи. Перри Маршалл в мире – это легенда номер 1, то есть его имя долгое время стояло через тире от Google Ads. Типа, если Google Ads, то только Перри Маршалл. Он на данный момент один из самых дорогих маркетологов нашей планеты. У него консультация стоит $4000 в час, и, там благотворительности много, очень, очень приятный, хороший человек. И вот эту книгу, если вы возьмете 2007 года и начнете читать, вы увидите, что логика не изменилась. Понимаете? Логика не изменилась. Да, поменялся интерфейс, поменялись настройки, поменялись типы соответствия, поменялось много чего. Но когда ты начинаешь читать логику, ничего не поменялось. Психология осталась та же. Процессы те же. Нужно просто глубоко понять, как этот алгоритм в середине работает. Не нужно быть программистом, нужно понимать принципы. Не нужно 10 лет опыта, нужна методика. 15 минут в день достаточно для предпринимателя, если он знает, что делать.
И проблема в том, о чем я говорил, что стандартный подход 99% учебных материалов по Google Ads учат, как получить профессию. 99% учебных материалов по Google Ads направлены на людей, которые были вчера учителями, парикмахерами, бровистами, кем угодно, на людей, которые хотят получить новую профессию. И их учат. Тебе нужно, потому что они нули, тебе нужно собрать 10 тысяч ключевых слов. Когда ты взял клиента, тебе пришел клиент, заплатил тебе $500. Тебе нужно показать клиенту отчет, тебе нужно собрать 10 тысяч ключевых слов, потратить 2 недели, разложить их по группам, еще 2 недели, написать сотни объявлений, еще неделя, чтобы клиенту показать результат. В результате ты говоришь, я месяц работал, $500 ложишь с гордостью в карман. Но клиент, когда запускает эту рекламу, 80% ключей получает мало показов. Кто запускал Google Ads, вы знаете. Запускаете, красненьким горит мало показов и ноль показов. Слитое время, слитые деньги. Это работа ради работы, а не ради результата. И это логично. Кстати, я когда, вот тоже интересное наблюдение, я когда запускал онлайн-школу Google рекламы для предпринимателей в 2019 году, мне все говорили, Игорь, это бред. Вот кому я не делился идеей, мне говорили, Игорь, ты делаешь бред. Говорю, почему? Потому что если ты хочешь заработать деньги, тебе нужно идти учиться, учить людей, профессию менять. Тебе нужно, чтобы люди платили тебе за смену профессии. Люди готовы платить много за смену профессии. Там миллионы людей. Там нужно думать. Там можно получить огромную прибыль. Я говорил, мне неинтересно, я не хочу учить людей, как сменить профессию. На множестве из этих курсов есть уроки, которые называются «Как заставить клиента заплатить за следующий месяц». Я считаю это неэтичным, когда ты учишь человека, как с клиента бабки содрать, а не пользу принести. Как работу показать, а не результат дать. Поэтому я говорил, нет, я сам предприниматель, мне близки предприниматели, я буду учить предпринимателей. Мне все до единого говорили, это ты лезешь, ты не понимаешь, предприниматели не станут настраивать рекламу, настройка рекламы – это удел специалистов, иди учи специалистов. Сказал нет, и, как видите, очень даже угадал. Кстати, про очень интересный тезис, который я часто слышу, не барское это дело, не должен предприниматель настраивать рекламу. Друзья, у Перри Маршалл, значит, первый факт. Перри Маршалл – человек, который только на благотворительность, чтобы создать свой фонд 10 миллионов, то есть долларов, он выделил, чтобы создать фонд борьбы с проблемами эволюции. То есть это богатейший человек планеты, настраивает рекламу сам. Definitive Traffic семинар, конференция, на которой я выступал Перри Маршалл. На этой конференции собираются крупнейшие рекламодатели Америки, те, которые тратят на рекламу от $1 миллиона. Потому что там про большие цифры, про большие деньги, про большие результаты. И когда ты смотришь на этих людей, и у Перри любимый вопрос, он выходит на сцену и говорит, друзья, кто из вас, а там сидят люди, тратящие на рекламу миллионы, у которых в команде по 100, по 200 человек, владельцы бизнеса. И он, Перри выходит и говорит, друзья, мой дежурный вопрос, он эту конференцию уже 15 лет проводит. Кто из вас до сих пор спустя 15 лет настраивает рекламу самостоятельно? И все поднимают руки, большинство. Я когда это увидел, мне теперь, когда я слышу от какого-то человека, что не царское это дело, я вспоминаю американских миллионеров, которые настраивают рекламу сами, потому что реклама – это сердце бизнеса. Деньги – это кровь. Чтобы деньги вкачать в бизнес, нужна реклама. Доверишь сердце наемному человеку? Не доверишь. Вот. И вот сразу Людмила сообщение вижу. Именно так запускала самую первую рекламу в жизни. Месяц потратила на сбор ключей, группировку и настройку. Вот, Людмила, это классический пример, заскриншотить надо. Реально большинство так. Не потому что это плохо или хорошо, потому что вы учитесь по материалам, созданным для
профессии, для получения профессии. А нам не нужно профессию получать. Нам нужно, я предприниматель, мне профессия не нужна, у меня все окей с профессией. Мне нужно настроить рекламу, получить деньги и пойти двигаться дальше. И периодически в нее посматривать. Решение – метод быстрого запуска. Это моя авторская методика. Когда мы начинаем за считанные часы с нескольких самых горячих ключевых слов, с минимальной структурой, тестируем 2-3 объявления, масштабируем успешные. То есть мы сразу же запуск и на цифрах уже смотрим, не собираем месяц, а каждый день делаем новые умозаключения. И в результате у тебя через 5-12 часов первые клиенты. Компактная структура, все понятно, быстро, эффективно, с результатом. А не показать, в чем разница. Вот им нужно показать начальнику, который платит, результат работы. Нам нужно деньги в карман получить. Нам никому не надо показывать, что я впахивал месяц, чтобы набрать ключевые слова. Никто не оценит, потому что мы сами себе в основном начальники. Кстати, меня иногда спрашивают и говорят, ты вот все бизнесменом, у тебя же учится много фрилансеров. Я считаю фрилансеров такими же предпринимателями. Предпринимателем я называю любого человека, который взял на себя ответственность за свое финансовое благополучие. То есть даже если человек работает в найме, но вечером ведет свой интернет-магазин или свой проект, это предприниматель. Он взял на себя ответственность за свои результаты. И фрилансеры – это типичные предприниматели. Следующий миф, что алгоритмы постоянно меняются, что нельзя, Google все меняет, не успеешь научиться, уже все иначе. И на самом деле дело не в том, что Google действительно меняет интерфейс. Вот если ты зайдешь сегодня и через 2 месяца в Google Ads, он что-то поменяет, гарантирую, что-то поменяет. Иногда я раньше вел курс по Google Ads в Киеве вживую. У меня компьютерный класс был большой, приходили люди, это еще 2012 год. Приходили люди, садились, и это было 13 лет, офигеть, 13 лет назад. И мы иногда замечали, что вот у половины зала, у половины людей один интерфейс, у половины другой. То есть Google в режиме реального времени даже тестирует интерфейс. Одному один показывает, одному другой. Поэтому меняется постоянно. И создается впечатление, что нужно постоянно переучиваться. Но на самом деле секрет в том, что принципы неизменны 20 лет. Google меняет постоянно интерфейс, инструменты, но основные принципы неизменны. Показатель качества, вот как в 2005 году Google запустил Google Ads, как в 2007 году Перри Маршалл написал книгу, в которой акцентировал внимание на показатели качества, аукцион до сих пор работает так же. Неизменно. Психология покупателя не изменяется. Меняется интерфейс, название кнопок, типы компаний, функции, инструменты. Не меняется. Логика аукциона, алгоритма, показатель качества, релевантность, психология покупателя. Это то, что десятилетиями неизменно. И учить надо. Я когда преподавал, у меня в Киеве, вот это вживую, в соседнем кабинете женщина арендовала кабинет под курсы для бухгалтеров. Я так запомнил. И я слушаю ее и слушаю, что приходят люди научиться, как стать бухгалтерами. И она им говорит, значит так, девочки, а теперь мышечкой на кнопочку «Файл», теперь мышечкой на кнопочку «Сохранить», мышечкой на кнопочку XLS. Записали, девочки. И вот она им прямо не записывает, куда нажать мышкой. Я к ней подхожу после занятия, говорю, слушайте, можно же им принципы объяснить, что есть файл, сохранение, форматы, научить принципам, и им не нужно будет записывать, куда нажимать. Она такая женщина опытная, говорит, молодой человек, если я их научу принципам, то когда 1С бухгалтерии изменит интерфейс, они не придут ко мне переучиваться, а они сами поймут, как работать с системой. А мне, говорит, нужно, чтобы они ко мне пришли переучиваться. Поэтому пусть записывают, какие кнопочки нажимать. Я такой, make sense. И когда я у себя в курсе в первом уроке говорю, что, друзья, Google не менял основные элементы 20 лет, но менял интерфейс, поэтому если у вас кнопочка компании переместилась сверху слева,
а потом еще пониже, это не проблема, ничего не изменилось. И ко мне примерно 1 из 30 учеников пишет в комментариях: а вот поменялся интерфейс, что теперь делать? А вот там какой-то чувак на каком-то канале, который учит специалистов, он каждую неделю выпускает новый тур по интерфейсу. Говорю, ну так правильно, он выпускает тур по интерфейсу и новый курс, к которому придут учиться новые вот такие вот девочки, которые записывают, что мне нужно нажать компания, настройки и так далее, потому что его бизнес в том, чтобы вы приходили к нему учиться каждый раз, когда изменился интерфейс. И поэтому он акцентирует вам внимание на том, что интерфейс меняется. Это очень важно. А я говорю, интерфейс меняется, но это ни хрена не важно. Ничего не изменилось. Потому что у меня нет цели, чтобы вы пришли через год, потому что что-то изменилось. У меня есть цель, чтобы я, гуляя по Праге, это реальная история, в этом году я гуляя по Праге, получил и публикуя сторис, получил ответ на сторис, где написано, что Игорь, я переехал после начала войны из Украины в Прагу с нуля и открыл новый бизнес в Праге. И благодаря вашему курсу, принципам, я теперь один из крупнейших поставщиков в коммерческом сегменте этого типа. Я захватил рынок благодаря поисковой рекламе. И вот для этого я работаю, чтобы получать такие сообщения, чтобы люди мне писали, что в их жизни что-то изменилось, что реклама стала не просто какую кнопочку нажать, а тем двигателем, который позволил им в новой стране встать на ноги, заново на ноги предпринимательства. Вот и разница. Ни хрена не поменялось за 20 лет. Фундаментально. Показатель качества работает так же, аукцион работает так же, психология работает так же. Окей, все. Возвращаемся к показателю качества. Значит, это та же технология, которую Google изобрел в 2005 году, и благодаря которой Google стал системой номер 1 в рекламе, в поисковой, во всем. Это фундаментальный принцип, который не менялся. В 2 словах, очень коротко, я уверен, большинство из вас знает. Кто не знает, давайте так, друзья, кто не знает, что такое показатель качества, для вас это сейчас будет самая ценная часть вебинара. Это оценка Гугла от 1 до 10, насколько ваше объявление качественно. Вы можете у себя в аккаунте нажать столбцы, изменить столбцы, показатель качества и посмотреть оценку. Если вы об этом не знали, то, скорее всего, у вас будет 2, 3, очень низкая оценка. На качество зависит официально 4 параметра, неофициально еще там 70. Релевантность ключевых слов, релевантность объявления, релевантность посадочной и CTR через релевантность ключевых слов. Логика простая. Чем выше показатель качества, тем меньше вы платите за клик. Выше качество, то есть качество 10, платите за клик меньше. Качество единицы, платите за клик больше. На самом деле это гениальное было решение, которое перевернуло всю концепцию Google рекламы в 2005 году. Я сейчас не буду углубляться, но на самом деле благодаря этому решению Google, то есть там есть конкретные цифры, почему Google его ввел, этот показатель качества. Работает он следующим образом. Если у вас 10 из 10, то вы будете $1 за клик образно платить в какой-то сфере. Если у вас качество 1 из 10 низкое, вы будете платить не $1, а около $10 за клик. Вот я в презентации сделал ошибку, справа, видите, 10 поделить на 1 будет 10, а не 1. То есть у нас получается, что на ровном месте я буду те же ключевые слова, те же все, просто разный показатель качества. И когда вы заходите и смотрите его у себя, вы понимаете, что в этом проблема. И многие современные фрилансеры, агентства говорят, показатель качества уже не важно, важно что-то другое. Важно, друзья, важно. Просто есть случаи, когда его намеренно игнорируют, а есть случаи, когда его игнорировать нельзя. Вот и все. И теперь вы понимаете, что если вы раньше пробовали, что-то не получалось, то, скорее всего, потому что вы использовали методы, созданные не для вас, а для тех, кто хочет получить профессию. Как собрать 1000 ключевых слов. У меня есть тоже там, мне когда-то предъявляли, говорят, Игорь, вы не обучаете, как использовать Google Ads Editor. Это специальная программа для массовых изменений в Google Ads. У меня она только в Pro пакете. Вы это не делаете. Говорю, да. А как думаете, почему?
Наверное, потому что из 4000 предпринимателей, которые успешно запускают рекламу после моих курсов, 4 человека пришли с вопросом, а как использовать Google Ads Editor. А 3990 людям достаточно стандартного интерфейса Google Ads. И я в 99% случаях использую стандартный. Это тот золотой принцип, когда не нужно заниматься фигней для демонстрации, какой ты крутой. Тебе не нужно знать 100 тысяч программ, чтобы тупо зарабатывать бабки на своем бизнесе. И за это мне регулярно прилетает там от каких-то конкурентов, я слышу, еще от кого-то, там мне ученики показывают скриншоты из чатиков, где начинают рассказывать, да, он даже не научил вот этой вот детали. Да, этой детали я не научил, потому что 99% успешно зарабатывают деньги на рекламе без этого мелкого нюанса. И знание этого мелкого нюанса не сделает их богаче. Оно им вообще ничего не сделает. Следующая причина, почему у вас, возможно, в прошлом не работало. Никто не объяснил логику аукциона. Без понимания показателя качества вы тупо платили больше за клик. И подрядчики просто выполняли свою работу. Друзья, подрядчику по рекламе важно сказать, я сделал, смотри. Видишь 5 компаний, открываешь в каждой 10 групп, открываешь в каждой 500 ключевых и 3 объявления. Я сделал, денежки взял, я работал 48 часов на твоей рекламе в этом году, в этом месяце. Давай мне за это плати. Подрядчику нужно сделать работу, нам нужно заработать деньги в бизнес. Вот вся разница. Вывод. Успех в Google Ads – это не про технические навыки, а про правильную методику и понимание логики. Третий секрет – про изменения и инновации. Почему реклама такая дорогая? Значит, смотрите, реклама такая дорогая, потому что вы воюете с прямыми конкурентами за одних и тех же клиентов. Локтями деретесь с конкурентами, используете одинаковые преимущества, одинаковое позиционирование. Возьмите вот простой эксперимент. Например, ваша ниша, там, я не знаю, там, шиномонтаж в Харькове. Введите в Google шиномонтаж в Харькове и посмотрите, что предлагают вы и ваши конкуренты. Одно и то же, все тупо одно и то же предлагают. Абсолютно одно и то же предлагают. А теперь введите на английском такой же запрос. Tire Service New York, например. И вы увидите, насколько они хитры в придумывании отличий. Кто-то говорит, мы специальным там инертным газом накачиваем резину. Кто-то говорит, что у нас там балансировка, 3D-балансировка у всех 2D. Они придумывают, чем отличаться. Результат в итоге, когда, смотрите, что происходит, вот самое, кто выигрывает, когда 4 конкурента, ничем не отличающиеся, просто вот запрос шиномонтаж Харьков, и вот 4 конкурента, которые ничем не отличаются, размещают свои объявления. Кто выигрывает? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на поведение клиента. Когда объявление ничем не отличается, клиенту, чтобы понять отличие, нужно кликнуть на все 4 объявления. Кликая, Google получит 4 оплаты за клик. 4 оплаты за клик. И один из конкурентов получит заказ. А если один будет отличаться в объявлении? Google. Кстати, сейчас вот Артема коммент, я сейчас прожал, а сейчас Артема коммент гляну. Значит, Google выигрывает, а когда вы отличаетесь, Google не выигрывает, понимаете? Вот в этой игре выигрывает Google. Так, Артема, смотрю сейчас коммент, потому что мне он очень близок. Человек говорит, если вам что-то показывают на веб-версии Google Ads, а не в Google Editor, то это шарлатан, очень узкомыслит. А на самом деле меня это так смешит, но это, я не знаю, это все равно, что сказать. Я знаю классную аналогию, друзья. Я когда-то слышал от одного человека, что если человек ездит на автомате на машине, а не на механике, это не настоящий автолюбитель. Это вообще ничтожество. Настоящий автолюбитель должен ездить на механике. Шофер, профессионал, водитель должен ездить на механике. Желательно на «Жигулях», желательно, чтобы самостоятельно вручную расточить цилиндры до этого.
Вот это примерно то же самое. У меня есть клиент, его месячный бюджет на рекламу, у него множество проектов, на типовом проекте 5 миллионов долларов в месяц на одном из его проектов. Это человек, который в прошлом месяце, у него там была сбой с трекингом, и он потерял из-за этого за один день 500 000 евро, сбился алгоритм. Он такой, мы с ним созваниваемся, говорю, 500 000, он, ну, типа, окей, зафиксировали убыток. То есть, ну, человек, который абсолютно нормально относится к этому, он сам руками настраивает рекламу, покупает мои консультации периодически. И это тот человек, который у меня недавно спрашивал, говорит, Игорь, слушай, а можешь мне записать видосик короткий, как в Google Ads Editor сделать, там, он хотел аудитории в наблюдение для поисковых компаний. Говорю, слушай, так может давай я тебе какой-то там проведу индивидуальную консультацию? Говорит, нахрена? Говорит, я с 2013 года работаю с Google Ads, я стал миллионером на этой теме, я, говорит, в эту херню ни разу не залазил в Google Ads Editor программу. Зачем, чтобы мне ты сейчас рассказывал, как оно работает? Запиши мне видео на 3 минуты, как сделать это действие, я сделаю. Все. Поэтому, друзья, окей, поехали дальше. Меня так просто веселит, когда я вот эти вот заявления читаю. Или, знаете, типа, еще я слышал, что если человек не знает, типа, это заявление я слышал от человека, который в мазуте вот так вот полностью, он всегда в мазуте, он всегда в своей машине, у меня, я в Киеве жил, он во дворе жил дома, в машине всегда копался. Он все говорил, я купил новую машину, Range Rover, он говорит, а сколько у тебя крутящие моменты двигатель? Я на него смотрю, говорю, я не знаю. И он такой берет, плюет на пол, говорит, какой ты, типа, вообще, типа, о чем... он говорит, какой ты мужик, настоящий мужик должен знать, там, крутящий момент, двигатель, объем цилиндра и так далее. И говорю, ну, окей, думаю, буду не настоящим. Вот это вот мне очень сильно эта штука напоминает. Поехали. На самом деле, друзья, слепые зоны – это скрытая прибыль. Там, когда вы делаете то, что не делают конкуренты. Приведу пример. Вот есть ниша борьба с вредителями. Pest control в США называется. Борьба с вредителями. Крысы, дератизация, вот это вот все. Как делают рекламу все? Есть запрос, как крысу, там, как убрать крыс. И все конкуренты набрасываются на этот запрос с объявлениями типа «У вас крыса, мы приедем и прямо сейчас сделаем дератизацию». В итоге ставки огромные, конкурентов куча, все одинаковые, Google выигрывает, потому что вы кликаете по всем. Как можно делать и как уже делают в Америке? Когда они позиционируют рекламу, вообще, когда у человека еще до проблемы, они говорят, новое поле игры вводят. Не жди, пока крыса напугает твоих детей. Сделай подписку мы будем обрабатывать раз в квартал вокруг твоего дома, и крысы даже к тебе не залезут, потому что если они уже к тебе залезут, тебе нужна дератизация, тебе нужно замазать дырки, потом тебе нужна куча затрат. С нашей подпиской тебе нужно раз в месяц платить 49 баксов, а в твоем районе много крыс, и ты никогда не узнаешь, что такое крыса в доме. Такую рекламу, а в Google Ads же есть не только поисковая реклама, там есть баннерная реклама и видеореклама, Demand Gen, это вообще золотая жила сейчас. И там нет конкуренции, там вы играете сами. И вам не нужно биться за вот эту толкотню. И это уже понимают корпорации, поэтому они создают для себя бизнес-оракулы. Что такое бизнес-оракул? Это технология миллиардеров. NASDAQ, New York Stock Exchange, они создали уже давно систему предсказания поведения рынка на 5 лет. Люди, которые сидят внутри NASDAQ, индексного фонда, и внутри New York Stock Exchange, они видят на 5 лет, как пойдут рынки, как commodities, цены там, на медь, на масло, как они будут меняться с годами. То есть они знают, куда движется рынок. Эти технологии доступны миллиардерам, Уоррену Баффету, Рэй Далио, топ-корпорациям. Как они работают? Они собирают все данные планеты, открытые данные, как суперкомпьютеры. И это недоступно обычным людям было до того, как появился AI. Потому что, чтобы обычному человеку собрать все эти данные для анализа, жизни не хватит. А тебе нужно работать еще. AI
в частности, функционал Deep Research, расширенного Deep Research, дал возможность любому микробизнесу создать оракула для вашей ниши, который будет предсказывать поведение вашей ниши, ваших конкурентов на ближайшие 5 лет. И это на самом деле делается через 5 последовательных сканирований с помощью искусственного интеллекта конкурентов, кто они, локальные, в соседней стране, глобальные, технологии, патенты, инновации, прорывные решения, медиаполя, что говорят СМИ, эксперты, лидеры мнений, законодательство, законы, регуляция, сертификация в нашей нише, деньги, кто кого купил, заплатил, где текут большие деньги в нашей нише. Результат – детальный отчет по вашей нише. Бизнес-оракул, который конкретно говорит, что будет через 5 лет с вашей нишей. В вашем городе, в вашей стране, в вашем регионе. Пример. Скучная ниша кофе. По-моему, самая скучная ниша. Типа, что может быть веселого в кофе? Стандартная технология. Но вдумайтесь сейчас. Тренд в кофе. Персонализированная прожарка под параметры клиента. Я люблю, чтобы было с горчинкой, с высоким содержанием кофеина, но при этом не землянистый выделяющийся вкус. Прорабатывают под меня через AI, кофейная обжарка, температуру, поток воздуха, скорость обжарки и делают из одного сорта кофе стандартного сотни разных вкусов под каждого клиента. Потому что от температуры, потока воздуха и скорости обжарки будет разница. А если взять 20 сортов на 100 комбинаций, на разные способы, у вас 20 тысяч вариаций. И вы можете людям предлагать и индивидуально. И смотрите, что это дает. Это дает возможность вообще не сравнивать себя с конкурентами. К вам человек приходит и говорит, а чем ваше кофе лучше? А вот у Васи Пупкина кофейня дешевле. А вы говорите, а я не кофейня. Я сервис индивидуальной обжарки, кофе персонализированное под вас, под вашим вкусом. Кто вам еще предложит? Вася Пупкин, идите, пейте обычно. Естественно, у такого рынка будет узкая аудитория. Но эта узкая аудитория готова платить за чашку кофе не $3, а 12, потому что они понимают, что это уже как высокая кухня. Это как пойти в ресторан дорогой. Окей, это лишь один пример. Таких примеров масса. И AI-радар, бизнес-оракул находит таких автоматически. Это фактически ваш стратегический радар, который 24/7 находит самые большие деньги. А самые большие деньги всегда в слепых зонах, на пересечениях ниш. Автоматически сканирует все направления, дает детальный отчет, например, мы в Украине, по Польше и по миру. Обновление 1 раз в месяц, чтобы получить актуальные данные. И вы, сидя в Украине, видите стратегически, что делают в Польше, в США, и переносите это себе. И для любой страны. В Казахстане сидите, смотрите, как в других странах это работает, переносите в себе. Артура сразу читаю коммент. Купил ваш курс 2 месяца назад, настроил рекламу, все работает. Теперь очень сомневаюсь отдавать на аутсорс, ведь так все и будет. Сайт, чтобы им меня рекомендовал. Вот от Артура стопроцентный комментарий, что люди, которые почувствовали, насколько результативно может быть реклама своими руками, они ее боятся отдавать кому-то. Вот этот мой клиент, о котором я рассказываю, он говорит, я нанимал в себе в команду человека на зарплату 120 тысяч евро в год. Это европейская компания. Вдумайтесь, человек с зарплатой, то есть он взял лучшего на рынке в то время в Европе специалиста по Google рекламе. Он ему платил 10 тысяч евро в месяц. Результат, он его уволил через полгода и продолжил настраивать рекламу сам. Не потому, что тот был плохим специалистом, не потому, что тот хотел навредить, потому что он говорит, когда я сам себе настраиваю рекламу, как предприниматель, я нахожусь в потоке, я как будто бы чувствую своих клиентов. Я, говорит, могу 3 месяца, как предприниматель, не вносить ни единой правки в аккаунт Google Ads, просто потому, что я думаю, а потом внести одну правку и удвоиться в прибыли. А этот наемный говорит, я ему 100 раз говорил, не трогай, просто так, говорит, взял за месяц, наносил кучу правок.
Говорит, нахрена ты вносил правки? Он, ну я ж типа 10 тысяч евро получаю, мне ж нужно оправдывать мою зарплату. Он говорит, я тебе плачу не чтоб ты правки вносил, чтоб ты головой думал. И действительно так и есть. Так, вывод, который мы с вами можем сделать. Когда вы используете технологии корпораций, вы впереди конкурентов, потому что технологии, они же то, что используют корпорации, через 10-15 лет станет доступно всем. Если мы раньше получаем доступ к этим технологиям, мы всегда на шаг впереди конкурентов. И фактически есть два пути. Путь первый. Набивать шишки самому, месяцы пробы ошибок, десятки тысяч долларов слитого бюджета. А с рекламой все очень просто. Реклама наказывает за ошибки самым логичным образом, вашим рекламным бюджетом, деньгами с вашей карты. Все очень просто. Наказание за то, что вы допустили ошибку, что-то не так сделали, ваши деньги. А рекламные бюджеты, они могут быть и тысячи, и десятки тысяч долларов. И, в принципе, обучение на своих деньгах, я считаю, самое эффективное обучение, когда ты сливаешь деньги, чтобы получить результат. И можно взять готовую систему, отточенную на сотнях бизнесах, 18 лет опыта, миллионы обработанных бюджетов и внедрить за 21 день в своем бизнесе. Позвольте мне рассказать вам о втором пути. Google Search формула, которую я упоминал. Полное руководство, как превратить поисковую рекламу в двигатель бизнеса, все секреты, нюансы и обходные пути. Входят три системы. iFormula OS, которая показывает, это AI-модель, которая позволяет вам настраивать, оптимизировать рекламу сайта. Нейромодель клиента, о которой мы говорили с вами, технология из Fortune 500 корпораций, созданная в университете Стэнфорда, которая позволяет разговаривать с моделью клиента еще до запуска рекламы. Бизнес-оракул – система, которую используют корпорации, которую вы можете использовать как малый бизнес. 21 модуль – это самый глубокий курс по рекламе в Google на планете. И я делая это заявление, делаю его абсолютно без единого забыл, клипа глазами. Короче, прежде чем создавать этот курс, у меня методика своя из создания курса, я тупо скупаю все курсы, которые нахожу. Я тупо взял, скупил все курсы на английском языке, которые нашел по Google Ads, все их прошел, понял, что такой глубины нету. Создал самый глубокий курс на планете. 7 вертикалей. От технической базы до доминирования на рынке. Это система, которая работает даже если у вас специфический бизнес. Потому что системы инициализируются под ваш бизнес. Работает на универсальных законах психологии и математики. Работает даже если звучит слишком сложно. Всю сложность я забрал на себя и внедрил в Prompt Engineering. Вы пилот, который берет и действует. Работает даже если у вас нет времени. Уроки 5-15 минут. Курс создан, чтобы купить вам время, построив систему, работающую 24/7. Работает даже если вы думали, я найму специалиста, агентства. Вы управляете тем, в чем вы разбираетесь. Обучить специалиста, агентства, фрилансера вашему бизнесу годы. Обучить вас Google Ads 21 день. Работает даже в условиях AI, который меняется постоянно, потому что я даю фреймворки и принципы, мышленческие модели, которые работают с любой нейросетью сегодня или через 5 лет. И это помогает избежать фактически месяцев пробы и ошибок. Самое страшное в пробах и ошибках не деньги, а время. Пока вы набиваете шишки, конкуренты обгоняют. Вы получаете готовую систему, отточенную на сотнях бизнесов. Это помогает избежать десятков тысяч долларов слитого бюджета. Каждый день неправильной рекламы. Это слитые деньги. Это позволяет избежать фрилансеров, которые сливают ваши деньги. Потому что у них 10 проектов помимо вас. Конвейер. А вы становитесь архитектором своей системы. И это помогает избежать методов, созданных не для вас, а для тех, кто ищет профессию, которые собирают тысячи ключевых слов. За день работающая реклама. Мы будем с вами строить 7 базовых вертикалей устойчивого бизнеса. Первая вертикаль – это AI-системы для бизнеса. Search формула, операционная система, о которой я говорил. Детальные промпты, обученные на вашем бизнесе. Нейромодель клиента, цифровой двойник, которому можно спросить, ты это купишь? Если нет, то почему? Бизнес-оракул, который сканирует ваш рынок и показывает, куда он двигается.
Вся сложность под капотом, вы просто пилот. Это первая вертикаль. Вторая вертикаль – настройка рекламы. Как создать поисковую рекламу за один день и завтра получить клиентов? Какие, прямо я говорю, сюда, если нажмешь сюда, это может слить деньги. Каждая кнопка, которую я говорю, в ней 18 лет моего опыта. Следующий модуль в этой вертикали – это поисковая реклама уровня Pro, глубокие фишки и тактики, которые используют лишь несколько процентов рекламодателей планеты, и тактики с закрытых ивентов. Я делюсь в этом модуле, он не такой большой масштабный, но я делюсь на этом модуле теми секретами, которые я получил в комнатах для спикеров на Definitive Traffic Seminar, HeroConf, AdWord Experience, на крупнейших мировых конференциях рекламных нашей планеты. Когда ты в комнате спикеров и сидишь, пьешь кофе с такими же спикерами, как ты делишься тем, чем ты никогда в жизни со сцены не поделишься, потому что ты сидишь с равными, с которых пригласили на мировые сцены. Это то, о чем не пишут статьи, не говорят на YouTube. Это чистая практика. Третья вертикаль – оптимизация масштабирования. Как каждый день делать вашу компанию на 1% лучше, чтобы за год она была на 365% лучше. А если мы знаем, что такое сложные проценты, то узнаем, что намного больше, чем 365. Как увеличиваться на соседние города, области, страны, как масштабироваться рынком, как масштабироваться моделью, как масштабироваться географией, как масштабироваться ключевыми словами. Как запускать рекламу на всю планету. Разные языки, страны, культуры, другие страны, соседние страны. Прогнозируемый рост бизнеса из года в год. Четвертая вертикаль. Аудит, автоматизация, делегирование. Как провести самоаудит рекламы. Что-то не работает, не понимаю, как сделать себе или на другом проекте. Полная методика. То есть вот я провожу аудиты рекламы постоянно. Люди платят деньги, чтобы я провел аудит рекламы. Я вам даю эту методику, говорю, друзья, в этом модуле я рассказываю, как я провожу аудит. Даю вам методику аудита рекламы, которую использую сам. Вот и все. Вы не платите аудитору. Автоматизация рекламы, как тратить меньше времени, и делегирование рекламы. Как все-таки найти того человека, который не угробит рекламу, а возьмет от нас и начнет вести. Где искать, как интервьюировать, как онбордить на проект, как проверять. Стратегическое управление без падения эффективности. Пятая вертикаль. Ремаркетинг и синергия каналов. Как использовать? Значит, по умолчанию на наш сайт, например, из рекламы зашло 100 человек, 5 купили, 95 ушло. Вопрос, как этих 95 догнать и заставить купить? Ремаркетинг, который бывает обычный, бывает продвинутый ремаркетинг. Через YouTube, через органические взаимодействия, через имейлы. Мультиканальная синергия, когда каждый канал рекламы усиливает друг друга, и человек, например, представьте, я думаю, раз вы на этом вебинаре, вы с этим сталкивались, когда человек увидел вашу рекламу в Гугле, даже не так, это слишком очевидно, увидел ваше видео на YouTube, просто видео, увидел, никуда не кликал. После этого он заходит в Facebook, там ваша реклама. После этого он в Google поиск заходит, там ваша реклама. Баннеры видит ваша реклама, ни разу не кликнул по вашему объявлению. Как реализовать? Можно реализовать. В этом блоке рассказываю. Куда бы клиент ни пошел, он видит вас и приходит к вам. Шестая вертикаль – практика. По каждому типу бизнеса стратегия. Если у вас B2B бизнес, стратегия, B2C стратегия, товарный, услуги, SaaS, инфобиз, личный бренд, конкретная стратегия под каждую сферу. Отдельный модуль – стратегия для сложных ниш. Это ниши, где есть регуляторика, например, медицина, где есть гигантские конкуренты, например, Amazon, где есть низкий спрос, дорогой клик, сертификация, где есть проблема. И третий модуль практической вертикали – это стратегии премиум продуктов. VIP продукты, премиум мебель, элитные украшения, элитные услуги. Это там, где ты не продашь так же, как в обычном сегменте. Если у вас элитная премиум продукт или премиум услуга, все, что мы говорили раньше, не действует. Там нужна совсем другая система. Из множества касаний, множества взаимодействий. Потому что наша задача словить алмаз. 1% людей, которые за кровать могут отдать 6 тысяч евро. Или за курточку 15 тысяч евро. Или за часы 120 тысяч евро. Это те сферы, где не получится забрать человека с запроса купить часы. Там все по-другому будет работать. То есть в этом модуле практические стратегии под ваш бизнес и вашу нишу. И седьмой модуль
проблемы с рекламой. Что делать, если не кликают, не покупают, забанили, отклонили? Каждый урок – это дерево решений. Проблема, варианты диагностики, как проверить решение. Вот как знаете, у врачей есть медицинские протоколы. Ты пришел, говоришь, болит горло. Он открывает, там написано, если болит горло, проверить это. Он проверил, дал диагноз. Точно так же я учу, как каждую проблему находить, диагностировать и решать. В этой же вертикали защита от скликивания, когда конкуренты кликают по вашей рекламе, съедают бюджет. Даю технологии защиты. И защита от фейк-лидов и спама, когда боты оставляют фейковые заказы, и алгоритм рекламных платформ обучается на ботах. Как сделать так, чтобы этого не происходило? Защита бюджета и прибыли от угроз. У нас с вами, друзья, есть 3 пакета на этом курсе. Первый пакет Basic, в него входит модуль с технической базой и первый модуль каждой из вертикалей. То есть вот у нас есть 7 вертикалей, пакет первый Basic входит модуль первый Search Formula OS, модуль первый из этой вертикали, модуль первый из этой вертикали, то есть из каждой вертикали самый первый верхний модуль. 7 модулей. Пакет Pro. Значит, пакет Basic подходит для тех, у кого цель запустить мощную эффективную рекламу, оптимизировать, решать проблемы. Пакет Pro. Первые 2 модуля каждой вертикали. Итого 14 модулей. Это для масштабирования, роста конкурентных стран. Если у вас бизнес в США, Европе, Британии, Австралии, пакет Pro. Иначе вы не пробьетесь в этой конкуренции. И пакет Master. Весь 21 модуль. Если у вас премиум продукты, если у вас видение захват рынка, если вы хотите масштаб на новые страны, масштабировать, увеличить бизнес, если у вас цели больше, чем просто какая-то реклама. Окей. Кроме того, к любому пакету я даю бонусы от себя. Это доклады на закрытых конференциях, на которых я выступал спикером. Для вас даже с субтитрами, с переводом с английского языка, я на английском выступаю. С Definitive Traffic семинар, куда билет, на Definitive Traffic семинар билет, только билет, стоит $4000. На HeroCon $1000, на Advert Experience $1000. Это конференции, куда билет стоит, куда суммарно билеты стоят там $20-30 тысяч. Доклады с закрытой конференции, мои доклады, естественно, мои, не чужие. Инсайдерский анализ алгоритмов Google. Документ, который содержит информацию о патентах, технологиях, покупке стартапов, обрывки фраз из офисов Google. Взгляд в будущее, куда движется Google. Протокол оптимизации отдела продаж. Как оттренировать менеджеров, чтобы они обрабатывали ваших клиентов и повысили конверсию. И юридический щит. База прецедентов по рекламе, как защититься от патентных троллей, GDPR, штрафы, за которые миллионы евро, конкурентов. Это очень актуально для Европы и США. Эти бонусы с суммарной стоимостью $7,5 тысяч идут к любому пакету бонусов. Формат обучения. Короткие уроки, 5-15 минут. Удобный формат. Посмотрел, 10 минут есть, посмотрел, сразу внедрил. Удобная структура. Найти нужную тему можно за 2 секунды, когда нужно что-то пересмотреть. Каждому уроку мы даем конспекты, микродомашние задания, короткая практика, обратная связь. И моя суперсила – это умение преподавать. Это яркие аналогии и метафоры. У меня 8 лет опыта преподавания в крупнейшем вузе Украины, Киевском политехе. Отсюда и, как я люблю шутить, я учил детей одному из самых сложных разделов физики и математического моделирования, это реология, наука о течении веществ. И самым сложным подразделе этой науки, а именно не ньютоновские материалы. Так вот, я учил 17-летних детей, которых родители заставили поступить в КПИ, потому что это престижно. Я смог у них в глазах пробудить и в душах любовь к реологии и не ньютоновским материалам. И вот после этого у меня опыт настолько донести мысль кому угодно, что тут выше сомнений. И тут очень есть яркая метафора, которую говорили очень часто наши ученики, вот которую Евгений Пичугин начал. Это, помню его фразу: «Другие учат, как называются фигуры, а Игорь учит, как выиграть в шахматы».
Когда вы приходите на другое обучение или на другой YouTube-канал, там что? Ну, смотрите, в Google Ads есть такая менюшка, такая менюшка, такая менюшка, такая кнопка, такая кнопка, такая кнопка. Моя задача вообще, мне все равно, знаете ли вы, как называются кнопки. Моя задача, чтобы вы заработали деньги, чтобы вы выиграли в игру под названием Google Ads. А кнопка называется А или Б, неважно, важно, что это деньги приносит. Цена участия. У нас 3 пакета, как мы сказали, Basic, Pro, Master. В Basic модули с 0 по 7, в Pro с 0 по 14, в Master с 0 по 21. Во всех пакетах сессии вопрос-ответ со мной, доступ в клуб учеников, доступ к материалам курса на год и поддержка куратором 3 месяца. Цены стандартные наши 997, 1997, 2997. Эксклюзив только на этом вебинаре. О, фраза Евгения Пичугина у меня на столе висит. Ржу. Только на этом вебинаре, только для быстрых. Если вы регистрируетесь сейчас и платите до 31 декабря этого года, 25, участие в стратегической сессии со мной 13 января, по-моему, не 13, по-моему, 14. Короче, или 14 января будет стратегическая сессия со мной лично, на которой... Так, что за... Вы меня видите, друзья? У меня что-то глючит. Да, все, сори, извините, у меня... Стратегическая сессия, я лично буду проводить в Zoom стратегическую сессию. К этой стратегической сессии получаете доступ только те, кто до 31 декабря оплачивает. Это будет групповая сессия стратегического планирования года в бизнесе, рекламе, с AI, с рекламой. Этот доступ, важно, этот доступ бесценен, он не продается, он только для тех, кто действует быстро. У нас уникальный формат обучения, потому что у нас есть куратор-профессионал. Любой вопрос под уроком вам тут же отвечает. Профессиональная помощь на каждом шаге. У нас есть клуб лучших учеников, 1500 человек в Телеграме. Кто уже в этом клубе, те знают, что любой вопрос, там я иногда заглядываю, там вопросы там, ребята, я в Буэнос-Айресе открываю доставку еды, у кого опыт? И у меня в Чили я открывал или я вел клиента, а я подобное открывал где-то еще. 1500 человек, предпринимателей из разных точек планеты, которые ежедневно работают над своей рекламой. Это просто, это концентрат опыта и обмена практикой. И регулярные сессии вопрос-ответ со мной. Живые сессии, разборы ваших кейсов, решение сложных проблем от меня. Значит, как мы сказали, 997, 1997, 2997, плюс бонусы на 7500 каждому. Но сейчас Новый год. Время, когда принято дарить подарки и планировать большое будущее для меня и для бизнеса. Поэтому в честь Нового года пакет Basic 697, пакет Pro 1197, пакет Master 1497. Плюс у нас доступна рассрочка, если кого-то есть желание разбить сумму на платежи. Внедрив эту систему в ваш бизнес, вы фактически запускаете рекламу за часы считанные вместо месяца по методу iFormula. Снижение стоимости клика через понимание показателя качества. Система ежедневного роста на 1% через оптимизацию. Когда вы получаете мечта любого предпринимателя. Прогнозируемый рост бизнеса из года в год. Защиту от скликивания бюджета. Вы знаете, где можно слить деньги и как этого избежать. Скликивание, фейк-лиды, неправильные настройки, все это убираете. Масштабирование на новые рынки. Вы сейчас у себя в городе, как выйти на область, на страну, на мир, на соседние страны, на Европу с пониманием адаптации настроек под каждую страну. Вопрос каждому из вас. Готовы ли вы доминировать в 2026 году? Регистрация открывается прямо сейчас. Вон, кстати, уже кнопочка появилась. И у вас есть шанс забронировать место на втором потоке AI Search. Это второй поток курса. Первый поток мы запустили летом. Третий не знаю, когда будет. Ну, наверное, летом или зимой следующего года. И один из отзывов, который мы получили на этот курс, звучит следующим образом. Цитирую. «Я бы не хотела, чтобы мои конкуренты прошли этот курс». Человек, который прошел курс, говорит, я бы не хотела, чтобы мои конкуренты его прошли. Почему? Думаю, понятно. Потому что она хочет иметь фору в какое-то время, пока
она свой бизнес вырастит на тех технологиях, которые конкурентам еще недоступны. Оплачиваете до 31 декабря, получаете стратегическую сессию со мной плюс бонусы на $7500. Старт обучения 12 января 2025 года. Сначала я хотел, честно говоря, 5 января, но мне сказали, что плохая идея. Ну, я согласен, плохая идея. 12 января старт, Новый год. То есть 12 января старт, за январь заканчиваете курс, в феврале вы уже доминируете на этом рынке. Или можно отложить на годик, на полтора, потерять время, ну, деньги-то фиг с ними, потерять время и потом очнуться в ситуации, когда упс, а конкуренты это все уже используют. Почему сейчас лучшее время? Потому что, мы сегодня выяснили с вами, AI очищает поиск от зевак. В Гугле сейчас только покупатели, но очень дорогие покупатели. Поэтому нужно, аналогия, помидоры только, но очень дорогие помидоры, поэтому тщательно нужно выбирать каждого, чтобы гнилых не получить. А выбирать, если на рынке мы можем помидоры глазами выбрать, то в Google Ads мы покупателей не можем глазами выбрать, но мы можем их выбрать с помощью правильных настроек компании, с помощью правильных ключевых слов, с помощью правильной методики. Почему сейчас еще, кроме того, лучшее время? Потому что, как мы говорили, к 2030 году, 2030 все это будут использовать. Пока конкуренты используют старые методы. А у нас появляется фора, зазор в несколько лет. И возможность превратить 26 год в год нашего с вами прорыва. Пока вы регистрируетесь по ссылке, оплачиваете, даю вам ценность прямо сейчас. Одна из ценнейших находок этого года, о которой я вначале вам обещал рассказать, не забыл. Это система адаптации культурного кода. Если вам нужно запускать рекламу на страну, о которой вы ничего не знаете, как создать такие объявления, чтобы они продавались. Следующие 10 минут – это уникальная бизнес-стратегия, которую я разработал, и когда я ее представил на International Search Summit в Барселоне, это крупнейшая в мире конференция по поисковой рекламе, она проходит каждый год в Барселоне, со всего мира, включая Америку, слетаются люди, и когда я в Барселоне на International Search Summit представил эту технологию, у людей глаза, а люди сидели опытнейшие маркетологи, опытнейшие владельцы бизнеса, глаза по 5 копеек, типа, как, почему я делал столько лет через найм каких-то подрядчиков? Вам даю этот материал. И я вам скажу, друзья, это лишь малая часть того, что вы получите уже в первой вертикали курса. Итак, смотрите, проблема. Есть проблема, ищем решение, значит. В чем проблема? Проблема в том, что если я запускал рекламу на одну страну, мне нужно пойти на другую страну. Я не живу в Испании или в Германии, я не знаю, в чем там специфика. Оказывается, есть такой дедушка, покойный дедушка, Герт Хофстеда. Это дедушка, который 50 лет своей жизни посвятил исследованию культур разных стран мира. Представьте, дедушка, который с 1970 по 2020 год по всей нашей красивой планете проводил сотни тысяч исследований, направленных на оцифровку культурного кода. И он вывел за 50 лет труда. Это на самом деле это гениальный человек. И на трудах этого человека обучаются в крупнейших университетах мира на курсе международной экономики. То есть на курсе международной экономики в Оксфорде, в Кембридже, в Гарварде, в Стэнфорде обучаются на трудах Хофстеда. Это гений. Он вывел, что любую страну мира можно разложить на 6 полочек. Первая полочка – это power distance, дистанция к власти. То есть насколько человек чувствует себя, что он может влиять на то, что в этой стране происходит. То есть в авторитарных странах оторванность, люди считают, они просто пешки, они ни на что не могут влиять. В странах демократических в Америке максимальная приближенность. Там люди говорят, в смысле? Я налогами влияю на все в этой стране. Понимаете? Ну, вот в чем разница. Первое. Второе – это индивидуализм. То
То есть люди нацелены на «мы сделаем» или «я сделаю». Третий фактор – мотивация к достижениям. Мотивирует ли людей достижения или что-то другое. То есть это типа «я хочу», «я выиграю», «я лучше». Третье – это uncertainty avoidance, избегание uncertainty. Короче, избегание непредсказуемости. Вот. Страх людей перед тем, что завтра у меня не будет стабильной работы и так далее. Пятый – это long-term orientation, ориентация на долгосрочные цели. И шестое – это indulgence, это типа способность как бы прощать. И вот он оцифровал эти 6 характеристик. И он, вдумайтесь, труд, я честно, если бы человек этот был живой, я бы очень мечтал ему пожать руку. Он для каждой страны нашей планеты вывел на основе сотен тысяч исследований и опросов цифру. Вот для каждой страны мира по каждому из этих 6 параметров есть конкретная цифра. Вот у Германии 35 по первому параметру, 79 по второму. То есть, и у него есть список стран с этими цифрами. Представьте, для каждой страны нашей планеты. Это я не представляю труд без AI. Важно. А теперь даю вам лайфхак. Задумайтесь. Что если у нас есть реклама на Украину, и нам нужно запустить рекламу на Польшу? Мы идем в искусственный интеллект, в ChatGPT, и говорим: вот мое рекламное объявление, которое работало на Украину. В Украине power distance такая цифра, в Польше такая. Индивидуализм такой. То есть мы говорим не просто перепиши рекламу, мы говорим перепиши рекламу с учетом того, что power distance вырос на 20 пунктов, индивидуализм уменьшился на 15, мотивация уменьшилась. Мы говорим, искусственный интеллект, он же мыслит векторами, цифрами. Для него абстракция сложная, а вы ему говорите цифры. Вы говорите, вот это объявление переделай, чтобы оно, как говорится, в серденько попадало, в сердечко вот этому поляку или немцу, куда мы делаем нашу рекламу. И он говорит: боже, да это же то, для чего я создан. Искусственный интеллект работает цифрами. Когда вы ему даете цифры, фактически вы ему даете, это рыба в воде. Вот мне бы сейчас сказали: Игорь, переделай объявление с учетом вот этих цифр. Я бы почесал репу и сказал: как? И для искусственного интеллекта это предельно понятно. Он вектора свои настраивает и выдает нам объявление адаптированное. Дальше мы говорим: вот посадочная страничка, созданная для Польши, сделай теперь для Германии. Изменения в цифрах такие. На. Или у меня нет еще бизнеса, но я его запускаю в Испании. В Испании power distance 57, индивидуализм 67, мотивация 42. Сделай мне под эти цифры наилучшее объявление посадочную и подсоветуй мне, как продавать услуги испанцам. Все, это взлом, это вот то, что называют нечестное конкурентное преимущество. Когда конкуренты просто физически этого не делают, а вы тупо вот так вот щелкаете культурный код. В курсе я включил еще и методологию, как это делать более детально. То есть там я рассказываю в курсе, как это делать на пальцах от и до. Сразу предостережение. Новые страны, это чтобы вы всегда запомнили. Новые страны – это всегда фейковые лиды. Фейковые лиды – это когда у тебя, например, ты открыл клининговую компанию, к тебе пришло 10 заявок, ты 9 из них обзвонил, они или не взяли трубку, или послали тебя, сказали, мы ничего не заказывали. Новые страны, когда ты масштабируешься, всегда сталкиваешься с фейковыми лидами, со сливом бюджета. У меня стоит на всех проектах инструмент, называется Kale AI. На слайде видно название. Если на любую новую страну обновляете, запускаете рекламу или даже на свою страну, обязательно убедитесь, что вы защищаете свою рекламу через любой инструмент. Опять же, кто ходит на мои вебинары, знает, что я последние 1,5 года
Когда мне задавали вопрос: Игорь, что делать с своими лидами, вот, ребята, подтвердите, кто были на моих вебинарах полгода, год назад. Каждый раз, когда меня спрашивали: Игорь, что делать с своими лидами, я говорил: ребята, я не знаю. У меня у самого в моем бизнесе, на моих проектах до хрена фейк-лидов. Не существует технологии. Вот я прямо говорил 1,5 года, не существует технологии, а люди с этим сталкивались. Сейчас технология существует, я ее использую. KLAI, который позволяет идеально от этой штуки избавиться. Представьте себе, что через 3 месяца с этой системой у вас клиенты идут потоком. Вы знаете, самое классное, вы знаете наперед, что сработает благодаря нейромодели. А конкуренты думают, откуда у него клиенты, ты смотри. Или без системы. Вы каждый день угадываете, что бы сегодня протестировать, как бы не забыть про вчерашний тест. Конкуренты обгоняют, вы учитесь. Бюджет тает, результат непредсказуем. На мой взгляд, для предпринимателя самое страшное слово – непредсказуемость. И самое сладкое слово – это мед для ушей – предсказуемый поток денег. Вот я как предприниматель, если я выстраиваю систему, я в ней вижу четкую предсказуемость потока по месяцам, боже, да это у меня душа будет плясать. А самое страшное, когда ты в следующем месяце не знаешь, знаете, как предприниматели – это те люди, которые просыпаются утром, думают, я выиграю, я стану чемпионом мира, а вечером ложатся спать с мыслью, хоть бы завтра бомжом не стать. Потому что непредсказуемость. Благодаря оптимизации, благодаря нейромодели мы получаем предсказуемость. И через год с системой наш бизнес растет минимум вдвое, масштабируемся на новые города, новые страны, новые ключевые слова, новые ниши. Платите за клик, за клиента в разы меньше. И с каждым днем реклама эффективна. Без системы вы через год себе в годовом отчете напишите: 10 тысяч долларов ушли на тесты и ошибки. Конкуренты захватили долю, фрилансеры слили бюджет, все плохие, все редиски, фрилансеры плохие, конкуренты плохие, правительство плохое, все плохие. Вы там же, где начали. Ну, это классика, да. Я очень редко попадаю, слава богу, меня как-то оберегают от таких людей, попадаю людям, которые начинают: правительство плохое, конкуренты плохие, сотрудники плохие. Я даже раньше спорил, а сейчас просто ухожу. Ну, я понимаю, что если ты берешь на себя ответственность, то тебе не нужно кого-то обвинять, что фрилансеры слили деньги, если ты сам можешь это сделать. Так, частые вопросы. Что, если у меня маленький бюджет? Смотрите, система работает с любым бюджетом. iFormula позволяет стартовать с $300 в месяц. Это $10 в день. Я не знаю в вашей стране цены на кофе и на обед, но мне кажется, что выше. То есть потратить на бюджет на свою рекламу это вполне можно, которая принесет клиентов. Второй вопрос. Если бизнес слишком специфический? Если бизнес слишком специфический, вам нужно именно на этот курс, потому что в нем есть модуль по практическим стратегиям, и там есть отдельный набор, отдельный блок по специфическим бизнесам по разным нишам. У нас было более 4000 учеников в сотнях ниш. От юристов до промышленной химии. У нас был ученик, у которого в мире 96 клиентов. Он производит промышленную химию. Его клиенты – это заводы. Он говорит, в мире существует 96 заводов, которым нужна моя химия. 96 клиентов. И он смог их достать. И AI-система анализирует, как работать под ваш бизнес. Дальше. Частый вопрос еще один. Если я технически не подкован. Уроки 5-15 минут. Простые аналогии. Личный куратор, который отвечает на любой вопрос. Повторяйте за мной по шагам. Следующий вопрос. Если куплю, но не внедрю. У нас трехсторонняя поддержка. Куратор, клуб 1500 учеников, регулярные сессии со мной. Если не внедрить, то это, вы должны не любить деньги, прибыль и свой бизнес. Вот тогда можно не внедрить, если вы не любите это все. Очень тоже частый вопрос. А если AI устареет через год? Тут тот же принцип, который с Google рекламой. Я не учу, какую кнопочку нажать, какой промптик вставить. Я учу фреймворкам, методологиям и принципам мышления. Технологии меняются.
законы психологии и математики неизменны. Я не буду учить, как та бабушка на уроке по 1С бухгалтерии записали девочке кнопочку нажать. Я дам принцип мышления, как при любых изменениях использовать в свою пользу. Выбор за вами, друзья. Оплачивайте сейчас, получаете участие в стратегической сессии уникальной, которой нет другого доступа получить в ней участие. Плюс $7500 бонусов. Старт второго потока 12 января 2026 года. Перепутал, на слайде 25. 12 января 2026 года. Жду вас на стратегической сессии в январе. И для тех, кто любит математику, без курса, средний фрилансер стоит $400 в месяц. За квартал это 1200. Среднее агентство стоит $1000 в месяц. За квартал 3000. Слитые бюджеты в среднем 2400. Считаем. По минималке в квартал от 3300 до 5400. Это чисто денежный вопрос. Плюс потраченное время, плюс нервы. На верните мне деньги, вы плохо справились, нет, мы хорошо справились, отдайте мне другого. С курсом. Одноразовая инвестиция, результат с первой недели, навыки на всю жизнь. Одна из уникальных особенностей предпринимателей в том, что они умеют применять полученные навыки где угодно. И у меня уже есть множество примеров, когда некоторые ученики со мной с 2019 года онлайн, они начинали из клининга в Харькове, потом было агентство веб-разработки в Киеве, а сейчас аутсорсинговая компания на 200 человек в Сан-Франциско. А принципы те же. Вот он как научился, как протестировать нишу, как запустить рекламу, как получить клиентов, как масштабировать. И он клиент в Харькове масштабировал, продал, в Киеве веб-студию масштабировал, продал, переехал в Сан-Франциско, там аутсорсинговую компанию B2B сейчас продает. Принципы одни и те же. В чем почему я всегда еще говорю, обучитесь этому, потому что какой бы новый стартап вы не создавали, какой бы вы новую идею, проект вам не пришла, поисковая реклама – это всегда база для любого бизнеса в любой точке нашей планеты. Кроме Китая. Если вы планируете запускать бизнес в Китае, Google Ads в Китае не существует. Там существует Baidu система. Вот. Если не в Китае, одинаково. Любой проект, любой бизнес взяли и делаете. И, друзья, как и обещал, ссылку я сейчас команду попрошу. Протокол оптимизации сайта под рекламу. И протокол, который я обещал в начале, что когда вы поймете, как его использовать, вы поймете методологию, я вам дам этот протокол. Сейчас кто-то из моей команды кинет в чат ссылочку по протоколу. Значит, что я вам обещал? Я вам обещал рассказать, как культурный код взламывать, рассказал. Я и протокол обещал. Сейчас кто-то скинет. Или я скину, если они заснули. Так, а я читаю ваши вопросики. Так, давайте я снизу вверх буду читать. Мой бизнес по ремонту люксовой бытовой техники в Калифорнии. Окей. Основные клиенты очень горячие, срочно. Это типа холодильники Sub-Zero, я предполагаю. Есть, друзья, кто не знает, есть бренд холодильников. Вбейте цену, у вас глаза будет по 5 копеек. Там 50 тысяч баксов за холодильник. Так, локальный сервис. Проблема, пока нет сайта. Были фрилансеры из РФ и Украины. Смотрите, я вам сразу скажу, любой фрилансер по Google Ads из РФ – это просто слив вашего бюджета. Ну, потому что там нету Google Ads. И там 0 практики, 0 инфы, ну, типа, даже не думайте об этом. Результат, полученный от работы, отрицательный. Не было понимания менталитета рынка США. Вот, пожалуйста, пример. Слив впустую на сайт. Сейчас только работа на прием заявок. Есть в курсе информации связки local сервиса и ads, настройка zip-кодом и ключевым запросом настроена. Чисто local ads нету. Local Ads – это абсолютно, Google Local Ads – это абсолютно отдельный сервис,
в котором можно устроить без сайта. Курс посвящен только Google Ads, системе, которой нужен сайт. То есть вот и я бы вам искренне, как предпринимателю, рекомендовал задумываться о том, что вы сейчас в Local Ads толчетесь с кучей других конкурентов, которые делают то же самое, которые, вы как бы в Local Ads выделиться невозможно. Премиум сегмент – это тот сегмент, где можно взять в 2-3 раза больше средний чек, если выделиться и показать почему. Очень просто. Сравните, сколько стоит цена обслуживания часов, там, не знаю, Tissot Citizen, и сколько стоит цена обслуживания Patek Philippe, Vacheron Constantin, Бригет и так далее. И посмотрите, как они позиционируют. Они позиционируют это не как сервисное обслуживание часов, а как хорологическая экспертная диагностика. В вашем случае то же самое. Сайт даст вам точку дифференциацию и возможность показать уникальность вашего продукта и почему вы берете в 2 раза больше, чем все другие, например. А AI, тот же iFormula OS из курса, позволит вам придумать эту уникальность, отзеркалить ее. Я проходила 2 поток. Класс. Бытовая техника от 10 тысяч. Ну вот я знаю о чем. Просылы награды за бонус. О, бонус администратор, спасибо. Во Флориде свои 40 домов. Супер. Новый курс. Мне нужен апгрейд после 2 потока. 1 поток вы, скорее всего, проходили iFormula, потому что сейчас 2 поток. Это не новый курс, это тот же курс, 1 поток которого вы проходили. Но вы сейчас можете на спецусловиях, если у вас был пакет база или средний, подняться на пакет выше. 2 фрилансера кинули на деньги. К сожалению, так и есть. Сдаем короткое долгосрок, забито на 25%. Что советуете? 40 домов во Флориде. Советую. Я вам сейчас про дома такую методологию расскажу. Взрыв башки. Кто в сфере недвижимости работает, рассказываю методологию. Я выступал на конференции Banskon Nomad Fest. Это самая большая в мире конференция для Digital Nomads, для удаленных предпринимателей. И в комнате спикеров мы общались с чуваком, у которого 25 домов в горах Болгарии. Я сначала услышал, говорю, где? Он, в горах Болгарии. Он говорит, от аэропорта 4 часа на джипе по пересеченной местности. Я говорю, окей, а нахрена тебе в горах Болгарии дома? А он говорит, я купил в горах землю, она обошлась к сущие копейки. Построил дома из сруба, самые дешевые. Даже канализацию не проводил. Свет провел через генератор. Говорит, все мне говорили, ты идиот. Он на 25 домов, вдумайтесь, потратил $120 тысяч. На 25 домов $120 тысяч. Вы понимаете, насколько это микроинвестиции в сфере недвижимости? Что человек сделал дальше? Он разместил на Airbnb эти дома, но он их спозиционировал как уникальный опыт. Это не аренда дома на Airbnb, это квест для всей семьи. Когда человек сканирует, попадает к нему, человеку присылается карта, как добраться к нашему дому, как карта сокровищ. По всем пути они разложили секретики. Дети в восторге, говорят. Эти 4 часа, когда приезжают семьи с детьми, они говорят, для детей это лучше 4 часа за последний год. Они по карте находили сокровища, пока доехали в дом. Значит, когда они приезжают в дом, их встречает человек и говорит, так, у нас Digital Detox, поэтому все телефоны в коробочку складываем. На самом деле Digital Detox, потому что там нет вышки сотовой связи, там нету связи. И он говорит, были плохие отзывы, люди говорили, нету связи. Окей, раз нету связи, мы назовем себя Digital Detox, и вы телефоны будете вкладывать в коробочку, чтобы вы не заметили, что у нас нету связи. Дальше там канализацию они тоже сказали, что это... Они сказали так,
Средний унитаз съедает 100 тысяч литров воды в год, а это там столько-то умерших китов. Мы очень любим китов, я сейчас не утрирую, мы очень любим китов, поэтому у нас унитазы как предки с там специальной химией. Гениально. И дальше они допродают людям, они договорились с местными этими квадроциклами, лесничими. У них там 50 евро – это поход всей семьей за грибами, 80 евро за ягодами, 120 евро на квадроциклах. То есть люди сделали из никому нахрен не нужных домов изюминку. У них, говорит, бронь на 3 месяца вперед и почти нет отказов в бронировании, потому что продумана система. А эту систему он продумал благодаря AI операционной системе. У него своя. Он говорит, для меня была задача, у меня, говорит, просто было 120 тысяч долларов и ни копейкой больше. Как мне за эти деньги войти в недвижимость? Ну, типа, умно войти, а не купить дом за 120 тысяч, а потом думать, что с ним делать. Вот вам пример. AI OS вам посоветует такие вещи. Вот у нас есть ученики сейчас на курсе с первого потока. Подтвердите, AI-модели вам могут посоветовать в вашем бизнесе, как ваши 40 домов во Флориде сдать таким образом, о котором вы никогда в жизни не думали. И как потом запустить на них рекламу пошагово. Так, я фрилансер из РФ, но правда не ФРФ сейчас, но результат есть. Спасибо, ваши видео, Игорь, но все это работает. Если у клиента есть сайт, а если нет? А если нет сайта, то не работает. Логика простая. Я понимаю, о чем речь. Очень много клиентов боятся доверить свою технику. За 2 года бизнес проведен полный анализ психологии проблем, встала в поиске разработчиков, говорит, что нужно сделать, они делают свое представление, не понимают психологию. И только сайт не работает. Знаете почему? Потому что технически, я считаю, что вообще вот для бизнеса нужна отдельная роль, это переводчик с языка программиста на язык человеческий. И этот человек должен быть в прошлом программистом обязательно. Потому что, чтобы написать техническое задание программисту, нужно очень сильно попотеть. Благо есть AI. Если AI, операционная система, например, Search и Formula OS, которая есть в курсе, она знает весь контекст вашего бизнеса, она напишет настолько детальное техническое задание на сайт, что даже программист, который не слышит вас, прочитает и сделает. Техническое задание. Все дело в техническом задании. Сейчас пока работает Google Local. Окей, акцент на получение отзывов от клиентов и прописывание ключевых слов в ответе на отзывы. Класс, супер. Карина, где найти видеоинструкцию по использованию протокола оптимизации? Кто у нас из команды? Друзья, скиньте видосик, видеоинструкцию, спрашивают. Или она, подождите, или видеоинструкция есть в протоколе? Нет в протоколе. Короче, кто у нас из команды? Скиньте видеоинструкцию. Там есть текстовая инструкция. Кто умеет читать, можно по тексту пройтись. Видео тоже скинем. Так. Идем дальше. Вверх. Все получается. Уже другой курс проходил. Разобралась в том, в чем было даже страшно подумать. Валерия, хрестоматийный отзыв. Разобралась в том, что даже было страшно раньше произнести вслух. Топчик. Я надеюсь, у нас кто-то из команды есть. Скриншотьте все эти отзывы. Это золото. Действительно, люди приходят, которые раньше не понимали, как вообще, что такое Google реклама. А сейчас уже в новых странах себе бизнесы настраивают. Так, если взять базовый курс, потом можно сделать апгрейд? Можно, конечно. Так. Оставила заявку, завтра можно будет оплатить? Можно. До 31 декабря действует. Если я купил этот курс в октябре, можно попасть на ваш семинар? Индивидуально. Обратитесь, мы придумаем что-то, обратитесь к команде, обсудим. Я купил этот курс в первом потоке, но после этого вебинара готова еще раз приобрести. Воспринимаю это как комплимент моему умению доносить идею. Когда начало обучения, вроде ответили, 12 января. Насколько это отличается от AI-системы маркетинга? Ну, полностью AI-система маркетинга – это о том, как строить маркетинг в бизнесе. Маркетинг состоит из всего: рекламы, сайта, стратегии. Мы же там в AI-системе маркетинга мы сначала стратегию разрабатываем, потом смотрим
конкурентов, потом смотрим контент, потом смотрим продвижение в LLM. То есть мы маркетинг, стратегию разрабатываем. Тут мы ныряем в один единственный глубочайший, мы ныряем в поисковую рекламу и делаем из нее насос для денег. То есть то вширь, это вглубь. Это как курсы вождения. Есть курсы вождения, когда ты пришел, тебе рассказывают, знак в кружочке, не едь. Если палка смотрит в рот, то налево поворот. Это вот база. А есть курсы вождения на льду. Узкие. Вот, примерно так. Полностью отличается. Так, окей. Игорь, я покупал курсы в том году, но приостановил обучение, потому что не было возможности продолжать обучение. Если продолжать, что нужно? Напишите в нашим менеджерам, что-то придумаем. Так, как лучше раскачать конверсии, когда выбираю максимум конверсии, а показов мало? Да, можно так, как вы пишете, сначала максимум кликов. Так. Сейчас пока работает Google Ads. Напиши, пожалуйста, завтра в поддержку отправим. Окей. ТР пишет, вы забыли вопросы выше. Повторите, пожалуйста, потому что я уже поднялся на довольно высоко. Я боюсь потерять связь с низом чата. Если у вас, друзья, был какой-то вопрос, и вам он очень принципиально важный, чтобы я ответил, не в службу, а в дружбу. Поднимитесь, скопируйте и вставьте его еще раз. Мне, как обычно, надо форму оплаты для юрлица. Сделаем. Доставляйте заявку, менеджеры сделают. Можете порекомендовать компанию по разработке сайтов, чтобы приступить к обучению. Ведь кто-то создает вам сайты. Да, порекомендуем. У нас мы сменили 3 подрядчиков. Напишите, оставьте заявку и менеджеру напомните, что я на вебинаре просил дать разработчика сайта, чтобы Ольга, наш маркетолог, дала того человека, который последний, прямо он качественно делает. Мы дадим вам самых лучших разработчиков. Курс рассчитан на действующих практиков или и для новичков. У меня в курсе возрастающая сложность от легкого до сложного. То есть, если вы новичок, вы с модуля 0. Кстати, у нас еще есть дополнительный курс, если вы прямо совсем новичок. У нас есть, я снял отдельный курс, называется курс для новичков. То есть, если вам нужно показать, как создать аккаунт, как привязать карточку, ну, то есть, если вы прям совсем новый, это бесплатный курс, он бонусом, он не бесплатный, он идет бонусом к любому другому курсу. То есть, если вы совсем в ноль полностью, у вас не было никогда аккаунта Google Ads, вы менеджеру об этом говорите, и вам дают доступ к 2 курсам. Курсу для новичков и к этому. То есть, вы для новичков базу получаете, в этом вы от и до двигаетесь вверх. Если у вас уже есть опыт, то первые модули вы можете там на двойной скорости посмотреть, чтобы главную концепцию, но и особенно из пакета Pro и Master, там очень глубокие вещи, очень глубокие вещи. Так, якщо заблокували рекламний кабінет Google за підроблені товари, які варіанти розвитку подій? Не продавать подделанные товары. Ну, смотрите, подделанные товары продавать запрещено законом. Или подумать, посоветоваться с Search Formula OS, как перепозиционировать товары, чтобы они стали не поддельными, а похожими. Поняли идею? Люди продают, например, как эти, лабуба называют игрушки, да, которые дико популярны. Лабубу. Запрещено продавать подделку лабубу. Но можно продавать один в один похожий, но с грамотным названием и с грамотными с грамотными описаниями. Тут AI нужен, который поможет. Так, учусь у вас на актуальном курсе по ИИ, с нетерпением жду начала курса. Дмитрий, супер, класс. Так, Алекс, заберите бонус в 1 клик, переходите в Telegram и нажмите Start, чтобы получить AI Stack, полный гайд по 12 моделям и Deep Research протокол. Где? Я не понял вопроса, Алекс. Если
Команда поняла, ответьте Алексу, я не понимаю вопрос. Ислам, мне тоже разработчика, пожалуйста. Оставляйте заявку, и когда с менеджером будете говорить, скажите, я с вебинара, дайте разработчика. Супер, благодарю, это больно найти надежного я на себе испытал. Первые сайты, у меня история была с первым сайтом, под онлайн-курс в 2019 году я нанял одного, сделал, я в прямом эфире не употребляю слова, но это было через жопу, потому что по-другому я назвать не могу. В итоге я нашел Weblium, платформу, на которой что-то там $5 стоит сделать сайт. И я на Weblium сделал свой первый сайт, который принес мне там первые несколько сотен тысяч долларов продаж. Тупо сам набросал. Он выглядел, конечно, печально, уже переделали, но как бы случай, когда можно сделать проще сделать самому. Мне тоже разработчика. Кому нужен разработчик, оставляйте заявку, менеджер даст. Як краще вказувати ціну за клік? Максимальну чи мінімальну, щоб компанія навчилась дешевше шукати? Смотрите, это вопрос, вот я перефразирую, я мастер метафор. Вот смотрите, вот вы, Елена, задали вопрос, он в реальном мире может звучать примерно так. Как мне быстрее доехать из центра города на окраину, переключая передачи на высоких оборотах двигателя или на низких? На скольки тысячах одометра мне переключать передачи, чтобы быстрее всего проехать из точки А в точку Б? И ответ будет, чтобы скорее всего ответить из точки А в точку Б, вам нужен GPS, который покажет, где пробки. Потому что если вы будете на самых идеальных оборотах двигателя ехать по пробкам, вы доедете дольше. То есть вы пытаетесь решить, видите, вопрос на уровне, который влияет на это очень заблужденная ошибка рекламодателей и предпринимателей, которые ищут какую-то штучку, фишечку, настроечку, которая на 1,2% изменит рекламу. На каких оборотах переключать? Смотрите, когда вы участвуете в гонках, драг на 100 метров, на каких оборотах переключать передачу будет зависеть, выиграете вы или проиграете. На этом будет решаться все. Когда вы едете из точки А в точку Б, и ваша цель приехать, а цель бизнеса заработать денег, вам не максимальную и не минимальную нужно. Вам вообще нужно настройки в целом смотреть. Понимаете логика? Почему вот Женя Пичугин сказал, что другие учат, как называются фигуры, другие учат, как вычислить цену за клик. Нужно минимальную прибавить к максимальной, поделить на 2 и прибавить 27,43%, и вы найдете оптимальную цену за клик для вашего рынка. А я говорю, вам нахрен не надо обращать на это внимание. Начните сверху, а до этого само собой дойдет. Когда вы поймете, как работает система, у вас не встанет такой вопрос. Вы просто зайдете и поставите то, что нужно. А когда вы не понимаете систему, вы верите, что кто-то даст вам магическую кнопку, кто-то скажет, переключай передачи на 2500, и быстрее всего доедешь. А про GPS не сказал. Так, слушайте, если всем интересен разработчик сайта, можете создать курс «Как найти разработчиков сайта». Курс адаптирован больше под поисковую рекламу или КМС YouTube. Курс только про поисковую рекламу. Курс даже называется Search Eye Formula. Только про поисковую рекламу. Там там есть про КМС и про YouTube в разделе про ремаркетинг. Как из КМС и YouTube брать ремаркетинг и отдавать. Я купил базовый Google Search Formula, уже прошел, результаты впечатляют. Сейчас настроил знакомым. По статистике аукциона на первом месте среди всех участников. Это вдохновляет. Сейчас прохожу курсы, я система маркетинга. Владимир, класс, искренне радуюсь за вас. Друзья, у кого есть реклама, это очень классный отчет. Статистика аукциона, инсайты аукциона. На английском Auction Insights. Раздел в Google Ads, который показывает, как ваша реклама по отношению к конкурентам себя ведет.
И поверьте мне, это реально приятно, когда ты заходишь и видишь, что в твоей нише, в твоей рынке ты реально лучше всех, у тебя настроена реклама. То есть ты понимаешь, что ты в цифрах уже на голову выше их. А особенно бывает, вот как Владимир говорит, в разы отличается. Google вам прямо показывает. У нас одному ученику, он проходил аудит у сотрудника техподдержки Гугла там высокого уровня. И тот говорит, я вам должен сделать комплимент. Тот, кто вам настраивал рекламу, эксперт высочайшего класса, возможно, мирового уровня. Он говорит, я сам себе настраивал рекламу. Такие, ни хрена себе, предприниматель, сам себе так настраивает рекламу. А обучение во Флориде и Украине по одной стоимости? У нас онлайн обучение, у нас нет офлайн групп в Украине, во Флориде. У нас онлайн обучение. Сервер, расположенный в облаке. Вы подключаетесь к облаку с любой точки земного шара. Я уже учусь одновременно на 2 курсах, расту с вами как будущий специалист. Светлана, спасибо большое. Класс, Світлана, спасибо, що підтримуєте. Пошукові запити, пошук роботи, вакансії, вони суто комерційні. І чи вистачить для початку для ніші вакансії тарифу Basic? Для ніші вакансії, пошук работы. Тут нужно смотреть, потому что есть запрос найти работу в Англии, а есть запрос список просто найти работу там грузчиком. Разные намерения, все разное. Ну, там много нюансов, это специфическая ниша, она сложная, потому что в ней и со стороны работодателей, со стороны соискателей приходят иногда там, ну, очень мусорная дичь, трафик, очень специфический народ, поэтому там очень глубоко. Это одна из специфических ниш, вот из-за которых я создал в курсе модуль, но, кстати, этот модуль только в пакете Pro. Модуль, сейчас я вам покажу его. Вот для таких, вот знаете, таких ниш с первого взгляда кажется, типа, да все там понятно, а там столько подводных камней. В пакете Pro есть модуль, он называется «Стратегии для сложных ниш», модуль 13, второй модуль 6 вертикали. Вот это для подобных вещей. Я бы вам рекомендовал Pro. Пакет Basic для таких, знаете, железобетонно понятных ниш, а-ля шиномонтаж в Харькове. Так, какой именно курс по искусственному интеллекту? Дайте, пожалуйста, ссылку. А вы уже его пропустили. Он уже идет, и мы уже не набираем новых. Следующий запуск не знаю когда. Я говорил, когда запускал курс по искусственному интеллекту, что это тесты. Возможно, следующего запуска не будет никогда, потому что я очень много сил и энергии на него трачу. Это единственный курс, который мы проходим быстро вживую, потому что искусственный интеллект быстро меняется. Поэтому нету пока ссылки. Подпишитесь на меня в инсте. Ну, как команда вам ссылку дать-то может, но вы его уже не купите. Подпишитесь на инсте, я обновляю наборы периодически. Ну и команда, если есть, ну, дайте ссылку, пусть будет, но набор уже закрыт. Кстати, можете оставить на него заявку, и тогда вы попадете в лист ожидания на следующий поток. На следующий поток, я честно говорю, по AI-курсу я не знаю. Мне повезло, я учусь на AI-маркетинге. Светлана, вот Светлана с нами. Светлана знает, что если я говорю, что запускаем, и в следующий раз не знаю когда, то так и будет. Светлана к нам пришла. Супер. Так, друзья, давайте так, финальные пару минут. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, увидимся 12 января 2026 года. Будем ваш бизнес выводить на новый уровень, чтобы вы потом мне писали в Telegram, что Игорь, я в новой стране или на новом рынке, или в новом проекте, или в существующем проекте вышел на новый уровень. Человеческое вам спасибо. Я уверен, так и будет. Так, где заявку в лист ожидания можно оставить? Ссылку в студию. Это курс другой, это не этот. Это AI-маркетинг, это совершенно другой. Не тот, про который я сейчас рассказывал.
Вот. По нему, вот он 24 ноября стартовал, уже закрыт набор. Вот. Там заявку можно оставить. Окей, друзья. А если все у вас отучилось, если все у вас отучатся, где новых будете брать? Открою секрет, мы в этом году будем переходить на англоязычный рынок. Не расширяться, а переходить. Это означает, что, скорее всего, через какое-то время все курсы будут только на английском. Ну, бизнес-логика, я думаю, объяснять тут не надо. Бизнес-логику. Почему так? Потому что средний курс в нашем с вами сегменте стоит вот около $1000 в среднем. Точно такой же курс, с такими же модулями. Все то же самое, но на английском будет стоить $5000. Вот и вся разница. Те же время затраты, те же вебинары, все точно так же делается, только в 5 раз больше цена. Поэтому как бизнес новых уже... Поэтому, друзья, что возможно через полгода-год, если вы с английским есть проблемы, возможно, придется учиться у кого-то другого. А возможно, еще какое-то время затянется. Ну, как бы то, что вектор поставлен перейти на англоязычный рынок, это 100%, потому что у меня за этот год, я на 9 конференциях выступал по всей планете, у меня уже лицо ко мне на International Search Summit подходит, кстати, тоже интересно, анонсик вам небольшой, подходит глава Microsoft Ads, человек, который в совете директоров компании Microsoft, одной из 5 крупнейших компаний нашей планеты, отвечает за рекламу, которая приносит очень большую прибыль для Microsoft. И говорит: Игорь, а что у тебя, говорит, курсов нету по Microsoft Ads? Говорю: не знаю, я не думал. Говорит: подумай над очень простым нюансом, говорит. Когда ты создаешь курсы по Google Ads, для корпорации Google ты букашка, и корпорации Google ты не интересен. Они никогда не помогут тебе. Говорит: а вот если у тебя появятся курсы по Microsoft Ads, то корпорации Microsoft ты будешь очень интересен, и мы сделаем все, чтобы твои курсы на английском языке по Microsoft Ads продвигались на нашей платформе. Я такой: опа, намек понял. Так, если что, мне AI зашел. Супер. Вокальна студия – це залізобетонна ниша? Ну, смотрите, есть несколько видов. Вот если мы говорим про музыку в целом, вокальная, ну вот у меня есть клиент, он в Лондоне, он начинал с того, что это были уроки пианино в Лондоне. Ну, то же самое, что вокальная студия, уроки пианино в Лондоне. Сейчас, вдумайтесь, как он трансформировался. Раньше он брал 100 фунтов в час. Это дорого, это классная цена. 100 фунтов в час за пианино, за урок. Сейчас он берет от 5000 фунтов за авторское обучение индивидуальной песни. То есть вдумайтесь вообще смену, вот что позволяет нам сделать грамотный подход к маркетингу, особенно с помощью AI. Раньше человек продавал свое время по 100 фунтов в час. Он англичанин. Он только на английском разговаривает. По 100 фунтов в час продавал свое время. Сейчас он перестроил бизнес так, что он тех же клиентов, которые ищут, как научиться играть на фортепиано, но он им продает другое. Он говорит: смотри, как ты думаешь, твоя жена или мама, будет ли ей приятно, если на ее день рождения ты, ее сын, который никогда не умел играть на фортепиано, подаришь ей песню, написанную индивидуально для нее, и сыграешь ей эту песню? Как вам звучит? За 5000 фунтов пакет под ключ. Он пишет музыку, он композитор. В эту цену он нанимает человека, который слова на эту музыку пишет, и в течение нескольких уроков он обучает вас играть именно эту мелодию для свадьбы, дня рождения, юбилея. И он спокойно за эту услугу берет 5000 фунтов, а тратит на ее оказание он 5-6 часов. То есть раньше он за эти 5-6 часов заработал бы 500-600 фунтов, сейчас 5000. Вот мы, люди, ищем усложнения там, где его не надо искать. И вот AI нам дала вот эту возможность, и системы, которые мы строим, вот которые люди отзываются в комментариях, дают нам возможность посмотреть на нашу нишу под таким углом,
под которым никто никогда в жизни не смотрел, и зарабатывать в 10 раз больше денег с той же рекламы, с тех же клиентов, тех же настроек, с того же сайта, изменив то, что мы продаем. И это вот особенно касается премиум услуг, особенно касается того, что дорого и так. То есть логика в чем? Если человек готов за ремонт холодильника Sub-Zero заплатить $1000, этот же человек готов, уверяю, заплатить $2000. Если человек готов за обслуживание Patek Philippe, Vacheron Constantin или этого, короче, еще каких-то бригета заплатить 2500 в год за обслуживание, то он заплатит 5, если вы скажете, что это обслуживание на лазерном станке. Премиум сегмент – это там, где цена умножается на 2, но просто за счет красивого описания. Поэтому я включил это отдельным вообще модулем. Так, локальные запыты про работу в Украине по областям. Окей. Меня потеряете, я франко- и чешскоязычная. Будем думать, может, переводчиков каких-то будем нанимать. Кстати, может, через год AI научится переводить на любой язык мира, и я буду рассказывать вообще на украинском, а вы все будете слушать на том языке, на котором вам угодно. Расскажите про возможность купить в рассрочку. У нас есть, значит, у нас есть несколько рассрочек. Для Украины есть банковская рассрочка, Монобанк, Приватбанк, по-моему, да. Беспроцентная банковская рассрочка. Ну, вы знаете, если вы в Украине, вы знаете. Если не из Украины, есть внутренняя рассрочка. Менеджер по продажам расскажет. То есть мы выступаем в роли банка. Мы даем рассрочку. Мы кролики, которым повезло принять правильное решение. Спасибо, Наталья. Олег, оставьте заявку. Да, и мне повезло. Курсы игр для меня мой личный прорыв и трамплин года. Елена, спасибо вам большое за теплые слова. Я каждый раз, я вам расскажу, знаете, свои эмоциональные качели. Я как человек, который часто видит, который очень чуток к негативу, я когда вижу какую-то дичь обо мне написанную, я вот сегодня с утра гуглю Игорь Ивицкий отзывы, вылазит какой-то сайт, там что-то 44 и там какие-то несколько человек пишут, значит, отзыв, что я купил у Игоря курс «Как писать объявления» за 10 тысяч рублей. Игорь там попсовый персонаж, матюкается в эфире. Я читаю, думаю, у меня не было никогда курса «Как писать объявления». Я никогда в жизни не продавал никакой продукт в рублях. Типа, что это такое? И потом читаю, и у меня так настроение упало, типа, то есть какая-то редиска, вот это вот ходит, пишет. Или там один пишет, что я, типа, посмотрел вебинар, и на бесплатном вебинаре мне не рассказали, как полностью настроить рекламу от А до Я для моего бизнеса. Все, плохой человек, одна звезда. И меня так расстраивает это. Мне иногда такое, знаете, у меня много таких примеров, когда я тоже делаю на англоязычном рынке, вот я не знаю почему, но когда вот я провожу мастер-класс, выступление на англоязычном рынке, это тотальная поддержка. Это класс. Что бы ты ни рассказал, класс. У них вот в культуре, у британцев и американцев поддержка. Класс, ты красавчик, давай, ты супер, я в тебя верю, ты больше. Вот такое. У нас почему-то в ДНК обосрать другого. Поэтому я когда это читаю, у меня такое всегда, блин, как можно быстрее перейти на англоязычный рынок, чтобы вот это вот не читать. И вот такие отзывы, как Елена пишет, как Наталья, меня возвращают в жизнь и показывают, что не все так плохо, что есть люди, которые ценят, которые благодарны, и это меня согревает, и это позволяет как бы понять, что все люди разные, да, как там говорится. Он неплохой, он просто другой. Так, бонус был. Сейчас и можно и песни делать. Да, кто не знает, Suno есть система Suno AI, которая песни пишет. Вы единственный, кто не матерится, в отличие от Джигитского. Люди разные, все люди разные. Но он тоже не особо матерится, по-моему. Так, ні нас багато хороших и вдячных. Спасибо вам, друзья. Горжусь, что мой земляк дает такого уровня курса информации. Спасибо большое. Сегодня вы позволили себе сказать хрен. Чуть со стула не упало. Это бывает. Но это больше, знаете, в литературе. Когда у меня есть ситуации, когда, знаете, как
у меня не удается подобрать ни один полностью литературный аналог слова, и мне нет выбора, кроме как его произнести. У вас ценная информация, слежу за вами уже 2-й год. Артем, спасибо большое. Очень ценим, я тоже на курсе EA маркетинг. Это бомба, нам страшно повезло. Спасибо большое, Марина. Класс. Ну, очень приятно, очень ценно. Друзья, кстати, просьба, кому не сложно. Сейчас идет голосование за, я об этом особо не распространяюсь, но голосование за лучшего эксперта по рекламе в мире. Меня включили в список голосования. Я сейчас среди 100 экспертов, среди 100 лучших экспертов в мире. Идет соревнование за рейтинг. Я скину ссылочку. ppcsurvey.com. Если вам не тяжело, если у вас 5 минут есть времени, и лучше с компьютера. Если вы с телефона перейдете по этой ссылочке, то оно будет задавать вопросы один за одним, и это очень долго будет. Если с компьютера, там можно мышкой так выбрать. Оно вас спросит, типа, кто вы, что вы, и последняя страничка будет проголосуйте за лучшего эксперта в мире. И надо минимум 2 выбрать. Меня и кого-то, кого знаете, или кого-то любого другого. И они в марте аж... У них там сложнейшая методология. Они опрашивают организаторов конференций, где выступали эксперты. Они опрашивают... Ну, короче, у них там 3 месяца они будут эту методологию готовить. Это крупная компания делает этот отчет. И в марте они выкатят новый топ-лист. В прошлых топ-листах были, ну, реальные мировые эксперты. Там Перри Маршалл, Деннис Ю, этот австралиец. Забыл его, как зовут. Короче, топовый мировой эксперт. Поэтому буду благодарен. Уже проголосував. Спасибо вам большое. Я всім кажу, що вчуся в кращого молодого вченого в Україні. Дякую вам, Світлана, дуже дякую. Уже Игорь лучше. Спасибо, Владимир. Клип глазами была бомба. Спасибо. Так, Игорь, а мне лично кажется, что ваша работа и обучение стоит реально дороже. Я очень рада еще иметь возможность слушать вас на таких вебинарах. Спасибо большое, Наталья. Мне многие говорят поднимать цены. Но, ну, как-то вот так. Знаете, в бизнесе есть, я же предприниматель, а в бизнесе есть правило. Работает, не ломай. Если работают текущие цены, есть высокий шанс, что если ты их поднимешь, что-то поломается. Поэтому бизнес штука осторожная. Так, друзья, я вам очень искренне благодарен за такое прекрасное завершение года. Я вам желаю, чтобы в следующем году страшно повезло, другим украинцам просто страшно повезет донатить украинцам массово. Полностью согласен. Друзья, я вам желаю, чтобы в следующем году максимально мощный рывок. Используйте это, знаете, вот тут есть метод рычага, когда ты можешь делать то же действие, но получать в 10 раз больше результата. И вот у меня очень внутреннее ощущение, что 26 год это станет методом рычага для моих всех проектов. У меня сейчас 4 проекта, в которых моя доля 40 и более процентов от стоимости компании. 4. Я чувствую, что 26 год будет годом просто экспоненты, потому что это тот год, когда старые конкуренты пользуются прошлыми методиками и растут линейно. А у нас есть возможность экспоненциально. Это прям уникальное время. Я чувствую, я собираюсь по всем 4 проектам и по онлайн-школе тоже прям квантовый рывок делать. И вам желаю не потерять этот момент, чтобы не было через год опять слушать вебинар «Тренды 27-го» и думать, так, 26-й уже пропустил, послушаю, что будет в 27-м. Те, кто проходит курс AI система маркетинг сейчас, они уже увидели, в чем разница, когда ты используешь AI как игрушку и как стратега. Когда ты используешь как игрушку, ты можешь создать прикольную картинку, прикольный видосик, прикольный звучок, прикольную песенку, промптик написать, кто ты из Гарри Поттера, и он тебе расскажет. Когда ты используешь его, обучаешь его на своем бизнесе, используешь как стратега, он дает такие советы, которые вам вряд ли бы дал консультант из McKinsey, которые берут за пакет консалтинга 40 000 баксов. Так,
А когда будете работать на США, придется спать днем, а работать по ночам. Кстати, у меня один из моих проектов сейчас, он территориально находится в Сакраменто, Калифорния, офис в Сакраменто, ребята все из долины, из Кремниевой долины. Нормально. Я у себя в 6 вечера, 2 часа с ними работаю, до 8 я в Британии. И поэтому тут как бы я уже с Калифорнией научился работать. Еще у меня один проект в Сингапуре, плюс 8 часов от Британии, тоже научился. Да, время это такое. Я как раз сон, после того, как вот это вот кольцо Oura Ring, у меня сон приоритет номер один, поэтому высыпаюсь я всегда хорошо. Кстати, об аналогиях. В переводе на метр квадратный 1100-1200 за метр квадратный в новом ЖК «Комфорт» класса 59,74, и вы наш инвестор. О, класс. 55, 59,74 тисячі, ну клас. Я вже за вас проголосувала. Оксана, дуже дякую. Щиро впевнений, що ви найкращий. Ігор, радію, що особисто з вами знайома. Разом з вами я пам'ятаю, у Оксаны, кстати, очень крутой проект ID Core. Я у них был в офисе на Левобережке. Они это вот, ну, я считаю, будущее за биомедициной, когда мы можем изобретать приборы. О, я вам сейчас, кто остался, расскажу фишку. Я вчера чуть со стула не упал от этой фишки. Про здоровье мое. Сейчас расскажу. ID-Core проект позволяет по сердцу мерять параметры, короче, снимать параметры там сердца. Почитайте про этот проект, это один из гениальных изобретений современных. Теперь вчера чуть со стула не упал, очень коротко. Я люблю пить чай. Я в 5, 6, 7, 8 кружек чая за день выпиваю. Даже британцы смеялись, говорили, ты больше британец, чем мы британцы. Я, люблю, да, я люблю чай. Плюс у меня завышенный всегда был ферритин. Я это считал фишкой своей. Я сдал анализ на ДНК, слюну отправил. Мне пришел отчет на 500 страничек особенности моих генов. Посмотрел на этот анализ и забил. Вчера беру, кидаю в AI, анализ ДНК, последние анализы крови с повышенным ферритином и описываю вообще свое самочувствие. И он мне соединяет точки. Он говорит, у тебя 2 гена, ответственные за переработку железа. В них у тебя дефекты, то есть у тебя генетическая неспособность перерабатывать железо, оно у тебя накапливается. Твой ферритин в анализе крови – это не фишка, это твоя реальная проблема. Сейчас прочитаю. Твоя реальная проблема. Что делать? Первое. Пить чай, потому что танины в чае блокируют всасывание железа из еды в кровь и не дают ему повышаться. То есть я последние 15 лет, это вот о чуде человека, подсознательно любил чай, не зная, что у меня такая погрешность в гене с ферритином связана, просто того, что я люблю чай. Видите, насколько, оказывается, наши привычки продиктованы не просто чем-то, и второе, догоняясь к этому же, я тут в Британии начал сдавать кровь, тоже типа, нафиг ты сдаешь кровь? Говорю, мне хочется сдать кровь, у меня крови много, она восстанавливается, я хочу сдавать кровь, давать ее людям. Читаю вчера этот отчет, пишется, первое, чтобы ферритин скинуть, пить чай с танинами, второе, сдавать кровь 4 раз в 4 месяца, и все у тебя будет хорошо. Я такой, офигеть, спасибо тебе, AI. Я не уверен, что в мире существует врач, который может взять 500 страниц отчета ДНК, взять отчеты анализа крови, потратить, врач этого не сделает, это слишком большой объем работы. AI за 2 минуты мне... Поэтому, друзья, кто заботится о здоровье, задумайтесь, я уже как бы понял, ДНК-тесты плюс анализ крови, плюс проекты типа ID Core, плюс AI, и вы узнаете о себе то, что... Артем из Сакрамента, класс. Сакраменто, столица Калифорнии. Знаю. Увидимся, я в долині буваю періодично. Скажіть, будь ласка, ще назву книжки 2007 року, про яку ви говорили. Книжку. Вот, уже Марина написала. Спасибо. Перри Маршалл, Библия Google S. Где взять про промпт сайта? Про промпт сайта. Про промпт сайта. Не знаю, что это. Если вы имеете в виду протокол оптимизации сайта в чате сверху,
О, значить, мені чай не треба пити, бо ферритин низький, треба пити. Да, ви з AI поговори, вы дайте ему анализы крови, скажи, найди мне, ну, короче, уникальная особенность AI – это нахождение повторяющихся паттернов в огромных объемах данных. ДНК – огромный объем данных, анализы крови – огромный объем данных. Что-то я еще третье приценил, не помню, не важно. Человек Бога, спасибо. Спасибо вам, Алик. Игорь, а почему вы с таким бэкграундом знаний и хорошего кейса все еще не переехали в США, открыть свою компанию и офис? А зачем мне в США? Я себя отлично чувствую в Англии. У меня своя компания в Англии, свой офис, у меня клиенты в Америке. Я с удовольствием пью английский чай и любуюсь английской погодой. Ну, честно, я в своей картине мира в Англии, не в США. Не по финансовым причинам. То есть для меня переезд в США это не является типа... То есть вести бизнес в США, да, у меня бизнес есть там, но не переезд. Мне в Англии великолепно. Так, окей, друзья, будем заканчивать. Мы уже сколько? 3 часа. Дякую, и вам дякую, Оксана. Все, было очень приятно пообщаться. Будем делать анонсы таких вебинаров почаще. Приходите. Оксана вас спрашивает, Марина, про ID-Core. Скиньте лучше сайт. Благодарю от всего сердца. Иван, Наталья, спасибо большое. Да, у Оксаны реально классный проект. Кто хочет здоровье проверить на оборудование, особенно если вы в Киеве живете, на Левобережке у них есть оборудование, можете подъехать и проверить. Спасибо за вебинар. Вы кладезь мудрости секретных фишек. И вам спасибо большое, Наталья. Оксана скинула ссылку. Кому здоровья и кто в Киеве, и может и не в Киеве, зайдите, посмотрите. Все, друзья, всем до свидания, успешного 2024 года и увидимся с вами 12 января на курсе. Всем пока.